currencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Bitcoin, vou vai todo mundo dash, vou vai todo mundo dias, vou vai todo mundo Monero, Litecoin, vou vai todo mundo Ethereum, vou vai todo mundo Zcash, vou vai todo mundo Bitcoin, vou vai todo mundo dash, vou vai todo mundo dias, vou vai todo mundo Monero, Litecoin, vou vai todo mundo Ethereum, vou vai todo mundo Zcash, vou vai todo mundo Yo. Bitcoin, vou vai todo mundo dash, vou vai todo mundo dias, vou vai todo mundo Monero, Litecoin, vou vai todo mundo Ethereum, vou vai todo mundo Zcash, vou vai todo mundo Bitcoin, vou vai todo mundo dash, vou vai todo mundo dias, vou vai todo mundo Monero, Litecoin, vou vai todo mundo Ethereum, vou vai todo mundo Zcash, vou vai todo mundo Yo. Governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic, and they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped? Bitcoin rise has anything to do with belief in the blockchain. Okay. It simply has to do with the belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Bitcoin, vou vai todo mundo dash, vou vai todo mundo dias, vou vai todo mundo Monero, Litecoin, vou vai todo mundo Ethereum, vou vai todo mundo Zcash, vou vai todo mundo
Поехали. Сказал бы Гагарин, но я не Гагарин. Всех приветствую. На связи Владислав Утушкин. Не Утюшкин, не Утушкин, а именно Утушкин. Вместе со мной мой партнер, друг и коллега Роман Пищулов. Мы вас всех приветствуем в этот зимний вечер. Пусть он будет не зимний, если кто понял, что я про криптозиму говорю. Вот. Впереди, конечно, зима еще настоящая, но и дай бог, в эту зиму нам будет тепло. Что значит за эфир? Куда вы попали? Вот. Куда вы попали? Во-первых, спасибо, что пришли. Это сейчас крайне сложно найти время в графике и добраться сюда. И я уверен, что у нас здесь много кто добрался. Вон в одном телеграме 188 зрителей в моем канале. Я думаю, что на YouTube нас еще смотрят. Еще в других телеграм-каналах. По телевидению. Вот. Везде сейчас транслируют. На Бурдж-Халифе. Вот во всю Бурдж-Халифу идет трансляция. В общем, все прекрасно. Что за эфир, значит, будет? Почему он называется антикризисный, МДАО и все такое? Почему антикризисный? Потому что время такое. Нужно принимать антикризисные решения. Почему антикризисный? Раскрою. То есть там много будет вот в этом эфире рассказано про продукты, про наш образ мысли. И у огромного количества этих продуктов, которые мы сегодня расскажем, была совершенно другая стратегия развития, вот иная, скажем так. Она была в отрыве от МДАО, она была больше сопряжена с нашими поинтами. И в процессе было принято решение все это развернуть в сторону сообщества, потому что пришло то время, когда надо нажимать на газ, вот, и всем вместе все-таки объединяться и всем вместе газовать, как говорится. Поэтому там очень много будет того, что развернуто в сторону сообщества, но об этом я расскажу подробно. Вот, значит, у меня здесь есть, перед глазами мне маркетологи написали план. И здесь почти все, как бы, дофига все расписано. Я, как всегда, буду фристайлом бомбить. Вот. Ничего я это не читал. Единственное, я себе пометил то, что вам нужно рассказать точно. Важно, значит, важно. Обязательно, здесь мне пишут прям, обязательно сказать, чтобы все остались до конца. В конце эфира будет розыгрыш призов. Вот. Дальше еще они здесь мне написали. Важно, победит только тот, кто будет онлайн. В эфире будем проверять. Значит, также нужно попросить зрителей писать вопросы по ходу эфира. Но отвечать на них вы будете в конце эфира, как будем подводить итоги розыгрыша. Короче, все самое главное, что мне написали маркетологи, я сказал. Остальное, как говорится, уже куда кривая выведет. И дальше будет фристайл. Вот, фристайл. И поехали, значит, начну с презентации. Красивую презентацию сделали ровно 5 минут назад. Это тоже в лучших традициях ТТМ групп делать все, либо просирая все сроки. Вот, мне сказали в другую камеру говорить. Здравствуйте, теперь я сегодня говорю в другую камеру. Значит, делать все просирая сроки, либо делать все прям впритык. Поэтому презентация была готова ровно 5 минут, я ее не видел, поэтому не обессудьте. Но в целом она записана по моим словам, словам Романа. Вот. Поехали. Значит, все окей. Можно начинать. Так это и работает. То есть всегда есть Рома, который подстрахует в случае любой непредвиденной ситуации. Значит, поехали. Называется это все дело «Экосистема MarsDAO. Антикризисный эфир». Почему антикризисный? Потому что все плохо. Вот, а потому что пора по-другому на вещи взглянуть, вот, даже если они противоречат нашему маршруту, ну, нашему личному маршруту, вот, и развернуться в сторону сообщества. Да, многие почему-то воспринимают слово «кризис», да, как какой-то негатив. Вот, хотя на самом деле кризис всегда был неким таким поинтом и точкой новых каких-то возможностей. Вот, и находясь в кризисе, можно очень-очень быстро как раз-таки использовать вот это положение для того, чтобы дальше на этом заработать, чувствовать себя комфортно. Все правильно. Погнали. Значит, план эфира. Значит, обсудим состояние рынка с вами и поймем плюсы той ситуации, в которой мы с вами все находимся. Плюсы. Покажем внутреннюю аналитику экосистемы всей MarsDAO. Презентуем разработанные антикризисные решения. Представим долгожданные новые продукты экосистемы MarsDAO. Ну и в конце концов эфира проведем розыгрыш iPhone 14 AirPods Pro $100 в токенах МДАО.
И поездку в космос. Шучу. Поездки в космос пока не будет, вот, но $100 в токенах МДАО будет. Глядишь, когда-нибудь эти $100 и будут поездкой в космос. Погнали, значит. Здесь я передаю слово Роману, потому что за все аналитическое, за все точное отвечает в компании именно этот человек. Вот, я больше картинки с котиками в канал, а вот про все точное Роман расскажет. Поэтому передаю ему слово и презентацию оставляю, буду листать ее. Да, спасибо. Спасибо большое. Приветствую, друзья, еще раз. Вот, меня зовут Роман, Роман Пичулов. Многие, наверное, меня помнят, знают. Вот, давно не выходил в эфир, очень рад, кстати. Мы долго работали, и вот, наконец-то, есть что обсудить, есть что вам интересного рассказать. Поэтому пойдем по презентации. Ну, на текущий момент, то есть у вас у всех сейчас есть в голове, да, такое непонятное положение текущей ситуации. Вы не понимаете, где мы сейчас находимся. Я специально вот сделали выгрузку объема капитализации рынка криптовалют, и мы сейчас с вами находимся примерно там в начале 2021 года. Помните, да, вот этот 2021 год, когда все полетело, я прекрасно понимаю, что большая часть из вас, скорее всего, вот заходили как раз-таки на рынок вот на этих вот 2 холмах, вот, может, на 3. Ну, так работает рынок. Так работает рынок, потому что никому не интересно заходить и разбираться в рынок, когда все падает, когда отсутствует волатильность, когда неинтересно, когда нету каких-то там сверхисторий про сумасшедшие какие-то иксы. Вот. Но если мы с вами развернем как бы график индекса S&P 500, это вот следующий слайд, да, то мы увидим с вами, там посмотрите, да, вот верхний график у нас был с 2018 года, который был до этого по капитализацию крипты, а график S&P 500 с 1986 года. Вот посмотрите и примерно представьте, что переживали люди, да, что переживали люди вот на всех вот этих горках, как они себя чувствовали и где мы сейчас в конечном итоге находимся. Поэтому каждый раз, когда Влад говорит о том, что, ребят, мы с вами на самом деле в самом начале, то есть рынка нету, его действительно нету. Это, ну вот наложите сейчас, да, график капитализации криптовалют на индекс S&P 500 примерно. То есть где мы там находимся? В районе, наверное, 94 года примерно, да. И вот те вот маленькие бугорки в районе 90-94 года, это как раз и есть та самая коррекция, которая вот на сегодняшний день кажется какой-то глобальной, да, какой-то огромной. Хотя, ну, все впереди. Вот. Я опять же повторюсь, что, ну, обратите внимание на то, что на рынке происходит, куда инвестируют крупные компании, гиганты, там, кто зашел там, в консенсус MetaMask, там, Microsoft туда, да, сейчас зашел, еще крупные ребята. Почему эфир идет в сторону там, ПОСа от ПОВа? Да? Ну, не потому, что там зеленая повестка ему нужна на самом деле, хотя ей очень сильно любят прикрываться, ему нужна, чтобы туда зашли хорошие венчурные капиталы, огромные деньги, появилась ликвидность рынка, поэтому ну, все движется вот в нужном направлении. А для того, чтобы из ваших сейчас ручек вытрясти монетки, как бы создается такой вот очень-очень-очень долгий период времени, когда ничего не происходит на рынке, когда вам приходится выходить из активов, потому что ну, как бы нужны какие-то средства на жизнь. Едем дальше. Так, я думал, ты у себя переключишь, у меня тоже пролистается. Так не работает. Ну, собственно, давайте выделим, да, плюсы, то есть подведем такой некий итог этого монолога. Рынок очень молодой и капитализация низкая, то есть мы находимся в самом начале. Сейчас отличное время для покупки и формирования долгосрочной стратегии. Я понимаю, что большая часть, конечно, хочет вот зайти так, чтобы там что-то купить, чтобы продать там через 3 дня и было сразу же там 1000 иксов. Вот. Но, к сожалению, так не бывает. Так не бывает, выигрывает только долгосрочный инвестор, который умеет работать со своими какими-то внутренними там, да, проблемами, который может контролировать себя. То есть, ну, спокойный, уравновешенный человек. Вот. Дальше. Время подготовиться к следующему бычьему циклу и заняться своим образованием. То есть, что можно сейчас сделать? Сейчас я всем рекомендую там, пройти обучение там, или там, заниматься, допустим, самообразованием каким-то. Интернет, ну, то есть мы живем, да, в такое время, когда можно там, за неделю освоить вообще любую профессию. Там, за ночь, да, кто-то за ночь, кто-то за неделю, кто-то чуть подольше, за месяц. Но, тем не менее, это сроки вполне себе посильные для того, чтобы подготовиться к следующему циклу. С точки зрения безопасности все разобрать, с точки зрения каких-то инструментов. То есть при полном оружии выйти вот следующий бычий цикл. Ну, собственно, для нас, для компании, да, для нас
я считаю, что не было каких-то минусов там больших, я только плюсы вижу. Мы билдили, мы разрабатывали, мы делали продукты. У нас высокий фокус именно на MDAO, на развитие MDAO. И самое главное, что там по некоторым продуктам мы очень сильно начали расти, как раз благодаря тому, что такой рынок. Ну, например, мы начали получать аллокации в проектах Tier 1 для нашего там лаунчпада MDAO Maker. И в целом как бы набиваем себе то самое портфолио, которое нам даст в следующий бычий цикл с этими проектами дальше взаимодействовать, выстраивать партнерские отношения и, конечно же, давать вам возможность покупать их заранее, до основных листинга. Ну и профит, да, профит как, это уже как исходное, да. Едем дальше. Окей. Давайте, пройдемся по аналитике, по нашей экосистеме. Ну, я считаю, что, в принципе, очень хорошие показатели. Сейчас, знаешь, давай назад вернемся. Давай. Еще разочек. Да. Для компании TTM Group высокий фокус на MDAO, возможность получать аллокации от топовых проектов, концентрация на разработке и продуктов. Чтобы вы поняли, да, то есть у нас долго была концепция, когда мы пытались отделить TTM Group от MDAO. Если вы это, кто давно в сообществе, это замечали. Это с разными определенными обстоятельствами было складывалось. Там нужно было выживать, надо, чтобы нас не склеивали. Вот, все, мы пережили все и всех на этом рынке. И теперь пора взяться за это посерьезнее, поэтому фокус TTM Group самый главный приходит на MDAO сейчас. Вот. А теперь к аналитике экосистемы MarsDAO. Так точно. Поехали. Держателей токена 16158. ТВЛ в продуктах. Ну, здесь на самом деле не все. Там дальше еще слайд более полный. Но вкратце, чтобы вы понимали, в партнерском стейкинге в среднем там от 4 до 5 до 6 миллионов МДА у нас находится. И держателей токенов, я уже объяснял, их больше, потому что у нас в системе есть контракты стейкинга, партнершип контракты. Да. И когда вы туда токен заливаете, они все падают на один адрес. Поэтому это вот то, что реально по блокчейн Explorer видно. На самом деле, то есть реальных холдеров 21, может, тысяча, 22. Вот, да, что-то около того. То есть все правильно Влад говорит, из-за того, что очень много разных стейкинг-продуктов, и эти адреса как бы оказываются пустые. Поэтому фактически они не считаются в обозревателе. Поэтому для вас сразу послание, так как вы уж взяли уже, наверное, листочек, бумагу. Ребят, хотя бы по одному Марсику на кошельке оставляйте, пусть у нас будет больше просто холдеров. Да, кстати, это полезно. Между прочим, нас на текущий момент смотрит 1000 человек на YouTube. Это вот, очень хорошо. Вот, а говорят, что розыгрыш айфона не работает. Поэтому всех рады еще раз видеть, особенно всех присоединившихся. Мы пока еще недалеко зашли, поэтому присоединяйтесь. Дальше. Автофарм. Автофарм сейчас у нас небольшой ТВЛ. Если помните, то мы доходили в пике до 2,5 миллионов, почти до 3. До 3,5 было. До 3,5 миллионов мы доходили по ТВЛ, потом, когда Pancake изменил все свои алгоритмы, и мы, естественно, этот ТВЛ растеряли, потому что очень долго переходили на новую версию. Но, тем не менее, поверьте, очень скоро как бы этот продукт станет для вас сильно интересным, потому что придумали мы механизмы, как сделать там более высокий интересный APR. Про это сегодня, к сожалению, не будет в презентации. Мы чуть-чуть... Но вы себе это подчеркните, да, что по автофарму есть дорожная карта, и он еще взорвет. Да, просто отметьте, мы обязательно там выйдем в следующий эфир, когда будет все готово, и расскажем. Ну, в общем, крест не ставим на этой штуке, как бы там только начало. Стейкинг комьюнити раунда, там у нас довольно большой объем тоже лежит, причем там, кстати, они под локапами эти токены, это важно. То есть для тех, кто любит анализировать текущее состояние всей этой экономики, вы же смотрите там, что под локапами, там, что можно достать, что нельзя, для того, чтобы понять, какое давление. Вот в целом мы такую презентацию подготовили. Следующий слайд, кстати, более развернутый. В MarsDAO Wallet уже больше 870 тысяч долларов, и на платформе MDAO Maker собрано аллокаций $360 тысяч, и это всего 3 проекта, да? 3. 4, наверное, у нас было. 4-й сейчас идет, и это 3 проекта. 3 проекта. Ну, то есть, и это в бычий цикл. Вы зайдите, посмотрите там... Не в бычий, в медвежий. Фу, в медвежий. Точно. В бычий сейчас Блям там был. Я просто очень, видимо, хочу бычий цикл. Да, все хотят. Главное, бычий цикл, а не бычий цепень. Да.
В общем, друзья, это на самом деле это медвежка, как бы это всего 3 сбора, и только сейчас люди начали, прочувствовали этот инструмент. Я боюсь представить, что будет, когда начнут листиться там одни из топовых проектов, которые когда сейчас эти у нас проекты там, будут еще как Sumika, эксизироваться. там, да, Autonomy Network, там Ava, там еще, которые делали сборы. Я думаю, что все будет окей. Несмотря на то, что некоторые проекты переносят там свои старты ТГЕ, относитесь всегда к этому с пониманием, потому что Наоборот, хорошо. это очень хорошо. Это хорошо, что они такое решение принимают. Это значит, они как бы думают о своем токене, о Если развитии. спешите с токенами, посмотрите на проекты, которые запустились в медвежку. Да, хорошая, Сереге отлично. Косенко привет передаю. Большой. Так, можем дальше? Да. Так. Так, значит, статистика социальных сетей, да, экосистема. Здесь именно социальные сети по MDAO и по продуктам, которые входят в экосистему. У нас больше 40 тысяч подписчиков, среднее количество просмотров одного поста 12,5 тысяч. Коэффициент вовлечения 6,5%. Я не знаю, хорошо это или плохо. Хрен знает, я не знаю. Вот, 632 подписчика, органический прирост канала, значит, в среднем. Собственно, здесь не добавили, да, еще такие... давай дальше. Дальше, да. Там подробнее. Да, Telegram, значит... Это англоязычный? Англоязычный Telegram, СНГ правильно, 19200. да. Инстаграм 14400, CoinMarketCap. Собственно, вы все видите, да? CoinMarketCap, за что вам огромная благодарность. Вот, То есть прям с это языка. все прям ваше старание, это буквально за неделю произошло. Да, прям с языка снял. Хотел сказать, да, спасибо большое за такое вовлечение. Нам очень приятно. Нам даже сначала сняли галочку, если кто-то не в курсе. Да, они потом- подумали, что это боты. Вот, нам пришлось оправдываться и объяснять, что И это нам не- галочку вернули. не боты. Да. Значит, вот Инстаграм здесь 14400, но мы на него пока подзабили, но мы вернемся в Инстаграм, будем хороший контент делать, пока что-то как-то просто руки не дошли, но дойдут. Ну и везде, в принципе. Вот Discord очень сильно хочется в Discord, вот, потому что там отдельная специфика, но это надо разбираться. Мы пока в этом не бум-бум, вот, поэтому если есть кто-то из сообщества, кто прям сечет в Дискорде, welcome в команду, как говорится, полетели вместе. Дальше, Да. значит. Дальше пробежимся немножечко по, даже правильно сказать, не по токеномике, а, наверное, по распределению текущему токенов. То есть где у нас основные сейчас объемы токенов. Для чего это сделано? Все вы в курсе, может, кто не в курсе, еще раз скажу, да, у нас есть 100 миллионов токенов, которые мы за 2,5 года достигали полной эмиссии. Мы достигли полной эмиссии, перешли в DAO, вот, свапнули старый токен на новый MDAO, и сейчас на текущий момент все токены, которые есть, они все в рынке. То есть новых токенов не создадится, не будет создаваться. Значит, все продукты, которые в экосистеме запущены, они все работают на дефляцию, они все работают на то, чтобы этот токен поджигать. И на текущий момент можно посмотреть, вот какой объем и где у нас есть. Эта информация открытая. Если вы зайдете на сайт, на наш сайт основной, в раздел документации, там есть ссылки на контракты, на все, можете прокликать, посмотреть. Это по состоянию на 13 октября мы составляли, да. Ну и округляли как бы до нулей, чтобы числа получились там красивые. 4,5 миллиона у нас поддерживают ликвидность текущую, да, на биржах. 5 миллионов 900 это у нас хранилище комьюнити раунда. Ну, вкратце просто объясню. Это то, что мы еще в течение 2 лет будем нашему комьюнити выплачивать в качестве вознаграждения. Это не секрет, это не черный ящик Пандоры. Если вы зайдете в наши документы на сайте, зайдете в гитбук, вот там раздел токеномика, там все ссылки на все эти фонды. Вы все можете проверить. Да, я сказал. Кто бы что ни говорил на рынке, MDAO вообще, мне кажется, один из самых трушных. Да. Вот, на зло всяким хорошим людям. Так, дальше, да. Значит, следующий у нас 6 миллионов 600, это удерживается для участия в лаунчпадах. Это на самом деле средняя цифра, она каждый день меняется, там где-то больше, где-то меньше. Сейчас текущий сейл проходит у нас на лаунчпаде без KYC, поэтому там довольно больше активности, скажем так. Вот. 6600 это в кошельке лежит. Да, это лежит у просто людей. в кошельке и лежит для того, чтобы люди как раз могли получить право для аллокации, для покупки проектов. Я знаю, очень много, возможно, новеньких присутствует на эфире, но, к сожалению, не могу прям, вот, у нас не будет времени. Это не да, презентация да, MDAO, это больше, знаете, такой отчетный концерт перед акционерами. Вот, наверное, как-то так. Это, наверное, Да, больше. то есть очень много новеньких, поэтому не буду, я знаю, могут встречаться какие-то слова незнакомые, там, аллокация, лаунчпады и так далее. Ну, кто знает, хорошо, кто не знает. в академию. Да. Друзья, у нас есть и академия, и много, в принципе, информационных постов, и на YouTube куча каналов по всем продуктам, можно интересно там посмотреть. Поэтому, буду стараться как бы говорить для тех, кто плюс-минус там
понимает, о чем я, да, мы Да, говорим. давай сегодня так Да, и будем. да, то есть делаем такую, потому что хочется все сразу разжевывать, начинать по пальцам, но это будет очень долго. 15 миллионов 500 находится в стейкинге комьюнити раунда, то есть это больше 15% от всей эмиссии люди отправили под локапом для того, чтобы получать вот эти 5900 в течение 2 лет, если так вот, да, на пальцах. Дальше 9300 находится в контрактах партнерского стейкинга. Это у нас различные... партнерский стейкинг, да. Так, сейчас, секунду, 9300 находится в контрактах партнерского стейкинга. Да, это в партнершипе. Не, партнершип, по-моему, другое. Да, партнершипы. Там партнершип. просто... Да, это у нас наши партнершипы, если вот все сложить. Что такое партнершип? Это к нам приходит проект какой-то, говорит, ребята, вот вам токены, там, не знаю, на $30 000. Мы эти токены берем, вместо того, чтобы, как другие, да, зарабатывают, берут Себе в карман класть рекламу, как бы рекламируют проект на свое комьюнити. Мы это берем и кладем, и говорим, наше сообщество, приходите, кладете MDAO, а взамен получаете эти токены проекта. А мы расскажем про проект, мы подсветим, поэтому, поэтому у нас нет никакой рекламы проектов, у нас либо от чистого сердца, потому что мы пользуемся этим, либо это для сообщества, опять же. И вот партнершип стейкинг на текущий момент 9 миллионов 300 токенов держит в своих контрактах. 9 миллионов MDAO — это отдельно есть кошелек, мы его подготовили для ликвидности на централизованных биржах. Вот. Мы планируем, конечно, до конца этого года, надеюсь, все у нас получится, если не получится, то в начале следующего. Значит, и для обеспечения этого листинга нужна ликвидность. Эта ликвидность у нас еще как бы осталась еще там 2 года назад, поэтому мы ее до сих пор держим. Он как вот кошелек был создан с ликвидностью, так вот он 3 года, да, или там 2 года вот он и находится. Да, это все есть, да. Да. Я сейчас дальше быстренько пробегусь. 10 у нас находится в контракте обмена, то есть это старый токен, пока не свапнули на новый, то есть должны старые люди прийти, свапнуть на новый. 5 миллионов токенов — это вот наша часть, которую мы залочили. Ссылки на лог этих, собственно, токенов есть, тоже можете посмотреть. 3 — это резерв, он тоже пока не трогается, мы его будем трогать только тогда, когда развернем с вами DAO и governance голосование, и когда совместно сможем этот резерв использовать. Но согласитесь, с такой ценой MDAO 3 миллиона неохота использовать как резерв, да, хочется его использовать, когда все-таки уже там это будет существенная как бы сумма, поэтому, и это даст дополнительный там ресурс на развитие, поэтому пока это будет лежать. Собственно, сожгли мы уже 2 миллиона 800, и на маркетинг у нас там где-то миллион, уже чуть меньше, наверное, миллион лежит MDAO. В общем, к чему это все? К тому, что 72 миллиона 600 MDAO из 100, это вот они где-то либо в локапе, либо в контрактах, они задействованы постоянно. То есть из-за того, что продукты постоянно функционируют, они задействуют. Да, и это... Не работает, да? Там, меня хотят. Вот, они задействованы, и это значит то, что есть еще на кошельках, там свободные какие-то, которые находятся на кошельках, это где-то 28, Выключил 27 400 получается. Вот, это очень хороший показатель. Еще раз, да, подведем, как бы хочется сказать, что здесь... вот важный момент, я здесь забыл его в презентации как бы включить, хотел проговорить. Очень важный момент. Мы с вами там залистились, там чуть меньше года прошло, там чуть больше 9 месяцев, да, 9 месяцев назад произошел как бы листинг нового токена, и за это время вы можете зайти и посмотреть, какие были объемы. То есть объемы на самом деле были довольно большие. Проектов в целом по рынку. Да. Типа многие, кто говорили, да какой это там, типа, когда даже говорят, посмотрите на путь того-то, да что там MDAO сравнивать? Посмотрите на наш объем торгов, и самое главное, он трушный, он органический, он не накрученный. Вообще без всякого какого-либо влияния на него, и это охренеть какой результат. Вот. В общем, в среднем где-то мы считали, где-то 90-95 тысяч примерно долларов объем в день. Вот, если взять это на протяжении как бы, этих 9 месяцев, то это получается такой объем прошел. Что такое объем? Это покупки и продажи. Если происходят покупки и продажи, это значит то, что руки меняются. То есть кто-то, большая часть, я уверен, кто-то продает, да, кто-то покупает. Здесь, очевидно, больше продала, потому что с листинга было 0,4, сейчас там 0,12. Да? То есть, очевидно, продали больше. Но сколько купили, то есть за этот период, за 9 месяцев, вы поймите, у большого количества пользователей сейчас точка 0 находится примерно как бы там плюс-минус текущая цена, может быть, чуть-чуть ниже. Некоторые уже профит. Да, и некоторые уже профит, кто там с 8 центов усредняет. Поэтому дальше как бы все, работает только дефляция, только сжигание, откупается токен от всех прибылей проекта и сжигается. Где-то автоматически, где-то... Успех неизбежен. Вот. Это точно.
понятно. Ну стоит, собственно, как бы сразу, да, сказать, что это эфир для того, чтобы рассказать про экосистему. Мы ничего не продаем, никакие токены, ни продукты. Мы просто рассказываем то, что мы делаем. Вот вы должны просто посмотреть на это и понять, хотите ли вы в нашей комьюнити, хотите ли просто присоединиться к нам, там, пользоваться нашими продуктами. Да. Тут мне Binance прислал ссылку на прямой эфир Смеркиса. Смеркис, привет тебе. Хороший эфир. Все, можем ехать дальше. Давай. Погнали. У нас просто еще огромная презентация, поэтому будем стараться ужиматься. Наверное. Значит, значимые решения внутри экосистемы. Поехали, разберем с вами значимые решения. Первое и долгожданное. Мы запускаем, наконец-то, Swipe to Trade, вот, но запускаем его без токена, без какого-либо. То есть это вообще был отдельный проект, отдельно готовился, мы отдельно разговаривали с фондами, и, в принципе, есть офферы и все такое. Но, короче, что-то щелкнуло, вот, и было принято решение вообще больше не юзать никакие сторонние истории, то есть не расфокусироваться, а сфокусироваться вокруг MDAO. Поэтому у Swipe to Trade не будет никаких токенов, вот, на прибыль от комиссии, которая будет зарабатывать платформа, будет выкупаться и сжигаться MDAO. Вот, это все будет прозрачно, будет трежери, вот, и все это будут видеть. Но сейчас у нас какая история с ним? Во-первых, прям в ближайшее время мы запустим первых тестеров, то есть вас, дорогое сообщество, вы будете тестировать, мы будем обкатывать, потом это вывалим в рынок. Продукт полностью готов, вот, можно, в принципе, его давать вам тестировать. Сейчас какой этап, расскажу, идет с ним. Мы сейчас собираем так называемый smart money. Это ресурсные люди, которые что-то представляют из себя на рынке, которые дальше по ходу пьесы смогут помочь. Потому что какая картина? Ну, я уверен, что когда мы запустим Swipe to Trade, там 10-15 тысяч пользователей у нас там точно будет, потому что вы будете пользоваться, там друзьям расскажете, и пошло-поехало. А дальше уже нужно будет, соответственно, какие-то движения предпринимать. Лучше эти движения предпринимать вместе с умными людьми и с ресурсными. Поэтому мы там продаем долю от прибыли, ну, то есть это прям долю в компании, грубо говоря, в equity, да. И, соответственно, ребята просто будут участвовать в прибыли, в какой-то ее части. А на другую часть мы будем покупать MDAO, сжигать. Вот, поэтому сейчас мы набираем таких людей, со всеми на контакте, и уже, в принципе, пул сформирован. Там небольшой пул, там на 500 тысяч долларов. Вот. И он, в принципе, уже у нас расписан. Поэтому этот вопрос тоже уже, в принципе, не стоит. Вот, такие дела. Поэтому... Там, подробно потом будет, да, по Swipe to Trade? Да, по Swipe to Trade будет подробно, я расскажу прям подробно. Но это, знаете, вот я хочу, чтобы вы просто оценили это. То есть это такой момент. Я уверен, что если мы там его запустили отдельно, сделали бы токен, собрали бы фонды, там, вас бы собрали, вы бы купили этот токен и все. Но, короче, не хочется больше выиграть во все это. Хочется вот заняться одной штукой, и в нее есть вера. И называется она MDAO. Вот, поэтому все вокруг MDAO будет строиться. Что-то добавить хочешь? Да нет, здесь нет. Окей, второе. Все сказал просто. Закрываем платформу TTM Game. Как я мечтал сказать это слово, просто в нее ввалено много сил, много времени. А благодарю платформу TTM Game, с нее все началось. Вот. Благодаря ей продался мой Porsche, вот, моя квартира. Ну, короче, дофига всего. Вот, спасибо ей огромное. Вот. И плюс старт всей нашей движухи был с этого. Этот конь сдох. Вот. Да здравствует конь другой. Поэтому мы все закрываем, но там будет много всякого повествования. Не то, что закрываем, а появляется новая игра. Во-первых, TTM Game, еще вам предысторию расскажу, это вообще первый GameFi на рынке крипты, реально, один из самых первых. И когда мы его делали, никто в это не верил, и рынка такого не было, GameFi. И немножко мы опять обогнали, немножко заблудились, и вот сейчас мы уже понимаем, в какую сторону идти, что делать, поэтому будет новый продукт, и вот, который я вот как раз сейчас и скажу. Запускаем новую игру, GameFi полноценный, Cosmic FOMO. В качестве второго токена в Cosmic FOMO, именно governance токена, используется MDAO, что должно дать очень хороший буст для MDAO. И, так сказать, есть у нас фанаты TTM Game, я знаю, что они ездят, примерно там 2500 человек, которые вот до сих пор
пытаются играть в TTM Game. Вот. Для вас не будет ничего потеряно, для вас начнется новое. Плюс по TTM Game есть обязательства перед пользователями, которые мы на себя взяли в виде там, подписок, еще что-то. Это все мы в ближайшее время я анонсирую. И мы где-то анонсируем в каналах, как это будет происходить. В общем, появляется новая глава. Вот старая глава заканчивается и уходит на покой. Значит, 4. Запускаем продукт криптоэнтузиаст от TTM Academy. Охрененный продукт. Об этом продукте Роман сегодня расскажет поподробнее. Я не буду сейчас спойлер закидывать, потому что хочу, чтобы вы сейчас в процессе презентации об этом узнали. 5, что сейчас, вот, наверное, резанет ухо, но закрываем TTM-клуб. Вот, и перезапускаем его в новом формате. Тоже Роман расскажет подробнее, но есть аналитика, поняли, что происходит с рынком, что вам надо. И в эту сторону мы, короче, мы вас на протяжении всего этого времени, что работает TTM-клуб, во-первых, сразу оговорочка по Фрейду. TTM-клуб мега успешная история получилась, потому что там мы много чего по дороге отыскали для людей, на чем все заработали, я уверен, хорошо заработали. Но речь не об этом. То есть есть понимание, куда просто дальше двигаться. Поэтому формат поменяем и перезапустим в новом формате. Вот об этом сегодня подробно Роман расскажет. Дальше. Останавливаем работу над децентрализованными индексами. Это продукт, который все ждали, на который мы потратили хреновую тьму времени, сил, денег, вот. Нервов, потому что пытались работать с подрядчиками, с крутыми, типа, вот, которые говно. Вот. Ну и, в общем, не к этому. Если они меня слышат, то, как бы, ребят, не обижайтесь, но как бы, на качеством вашей работы нужно работать. Иногда нужно не просто продавать, иногда еще надо уметь делать. Но DEX-индексы не поэтому не будем делать, потому что нужды в них нет. Вот. И так как был очень большой поинт в сторону децентрализации, через какое-то время стало понятно, что это как бы особо не нужно. И неудобно. И на самом деле решения еще не подъехали. И вот когда там SuperDex доделается, который Влад Мартынов делает, тогда, может быть, к этому вопросу можно будет вернуться. Сейчас это не нужно. Поэтому вот эти индексы, они спокойным образом реализуются в рамках Swipe2Trade. Вот, совершенно, абсолютно спокойно, просто, без всяких редисок, которые ездят по ушам. Вот, разработчики хреновые. Да, я еще добавил, да, такой момент, то, что очень важно иногда принять решение, то есть что-то закрыть, что-то запустить, точнее, наоборот, что-то остановить, что-то закрыть. Это важно. Это такое же важное решение, как и принять решение что-то разрабатывать. Вот. И насчет децентрализованных индексов, там самая главная еще проблема – это в сложности реализации, потому что мы хотели сделать действительно децентрализованные кросс-чейн индексы. Вот чтобы вы поняли, должна была история быть полностью кросс-чейн. И мы сделали эти контракты, мы разработали архитектуру. Но когда увидели комиссии за покупки как бы и свопа, мы тестировали, пробовали меч. Рынок, к сожалению, Шкурка выделки не стоит. Ребят, рынок не даст. Рынок сейчас. пока Вы не даст. платить слишком дорого за комиссии, и в итоге будете там зарабатывать профит чуть-чуть там. И не дай бог рынок откорректируется, вы еще нас там проклянете. Размер комиссии, он сейчас, не залетает этот продукт. В общем, это пока утопия. Из-за бриджей, из-за ликвидности в этих бриджах, из-за этапов комиссии. То есть тебе, чтобы сделать кросс-чейн как бы своп, соорудить индекс, тебе нужно подписать там в разных сетях десятки как бы транзакций. Эта комиссия должна на кого-то ложиться. Но почему, то есть вот это очень важный момент, Влад об этом сказал, я еще раз акцентирую на это внимание. Представьте эти индексы на базе Swipe2Trade. Вы подписаны на инфлюенсера, который формирует свой индекс. Да. Он его сформировал, сделал покупку, вам пришло пуш-уведомление, вы свапнули, как бы купили. Но об этом там попозже, да, будет демонстрация, поймете. Все, я это хотел добавить. Ну, круто. Но действительно так. То есть каждый, по сути, инфлюенсер сможет разработать свой индекс. Например, я Вася Пупкин. Вот, у меня там, я люблю покупать вот это, вот это, вот это. Да. Все можешь купить одним действием. Бах, весь мой портфель. Окей, дальше. Временно останавливаем работу над платформой токенизации недвижимости. Платформа готова, более того, презентована владельцу даже крупной компании здесь, в Арабских Эмиратах. Но нет лигала. Поэтому кто вам рассказывает сейчас, что есть какие-то платформы по токенизации недвижимости, все это квази. Ну, то есть это все не настоящая история. Нету, к сожалению, пока достойного лигала, то есть юридической обвязки, чтобы это делать действительно. Можно придумывать что-то, но придумывать не хочется. Поэтому этот продукт, он есть, пусть он полежит на полочке. Этих
много каких продуктов там лежало на полочке, и мы когда-то достаем их. Вот этот продукт пусть на полку уходит, пока не будем мы его запускать до лучших времен, пока не поймем всю юридическую обвязку, полноценную. Зачем нужна юридическая обвязка? Короче, не хочется продукт запускать там, где вы не защищены. Можно покупать недвижимость кусками через NFT, но вы на руки получите фантик. И вы не будете никак застрахованы, что завтра там я уеду на Бали, вот, летать на самолете, и вы останетесь с фантиком от жвачки Турбо. Поэтому каждый должен быть застрахован. Поэтому ничего сейчас нету в юридическом поле, и тот, кто по ушам ездит, сказки рассказывает, он сказочник. Поэтому платформа это пока пусть полежит до лучших времен. 8, значит, переводим кошельки TTM Wallet, TTM Key Wallet в экосистему MarsDAO. То есть все кошельки тоже сгребаются в экосистему MDAO, вот, для того, чтобы генерить там профитность для экосистемы, помогать экосистеме развиваться, чтобы стать ее частью. Об этом вот в презентации здесь будет отдельные слайды, я буду рассказывать об этом сегодня. Ну и 9, запускаем платформу с программой лояльности для сообщества MDAO. Тоже сегодня будет небольшая презентация по этой платформе, я расскажу. Но смысл простой. Вот много контактов, много. У нас своих продуктов много, разных. Зачем давать скидку непонятно кому? Если скидки можно давать тем, кто реально участвует внутри сообщества, держит MDAO. Потом там я сегодня встретился с каким-то чуваком, у которого есть проект серьезный, у него там есть продукт прекрасный. Я могу у него спокойно выпросить для вас суперусловия и дать эти суперусловия тому, кто держит MDAO. Вы сможете из-за того, что это сарафанное радио, выпрашивать какие-то условия. В итоге наша платформа будет наполняться. Это будет дополнительное value. Я держу MDAO, и мне по кайфу. Я заказываю ресторан дешевле, кафе дешевле, самолет дешевле, еще что-то дешевле. Покупаю что-то дешевле, обмениваю что-то дешевле, торгую дешевле. Вот смысл такой, потому что логика вообще MDAO первоначальная, все-таки мы строим Web 3.0 комьюнити, именно комьюнити. Это токен комьюнити, сообщество. Поэтому вот в рамках этого сообщества нужно формировать вектор. И вот эта платформа, она вот запускается в ближайшее время. Я вам скажу, когда. Сегодня по ней будет презентация. Ну вот, собственно, вот 9 значимых решений внутри экосистемы. Они вот на этом слайде. И об этом сейчас будет подробно. Ну да, по части из этого, то, что Да. готовим, да. Начнем подробно. Поехали. Swipe to trade. Короче, Swipe to trade. Я вас всех уже задолбал с этим Swipe to trade, потому что это длится уже сколько, 1,5 года, да? Вот. Ну, поехали, все, хорош. Пора делать. Значит, сейчас мы посмотрим с вами ролик, кино. Вы тоже наверняка его уже видели. Но повторение – мать учения, как говорится. Поэтому что? Внимание на экран. Все думают, что торговля криптовалютой – это что-то очень сложное. И заниматься этим могут только профессионалы. Но это не так. Знакомьтесь, это Лора, и она криптотрейдер. Купить монету для нее проще, чем встать со стула. А это Самир. Только что вместе с мороженым он одним движением продал немного монет. Все это благодаря Swipe to Trade. Здесь пользователи могут следить за лидерами мнений и их рейтингами, повторять действия в один свайп, писать посты, комментировать и ставить оценки. Делись мнением о сделках, и его увидят все, кто на тебя подписан. Покупать и продавать, делать переводы на банковскую карту, выводить деньги и пополнять счет любой криптовалютой легко и просто одним движением. И будь уверен, твои деньги принадлежат только тебе. Безопасность активов пользователей – наш приоритет. Поэтому наша платформа использует все преимущества блокчейна и децентрализации. Мир криптовалют – это будущее, которое должно быть доступно каждому. Легко и просто с помощью Swipe to Trade. Что это такое? Знаете, что это такое? Это дым от горящих пердаков и хейтеров. Вот что это такое. Вот, поехали дальше. Ролик, надеюсь, вам понравился. Значит, что такое Swipe to Trade? Теперь простыми словами вам скажу. Это криптовалютная биржа. Брокер известных бирж.
всем вам известных. Значит, криптовалютная биржа с элементами социальной сети. Swipe to Trade, признанные эксперты поначалу будут, потом, может быть, будем добавлять других, но сначала будут признанные эксперты, которые будут делиться советами и собственными прогнозами. В то время как вы сможете легко отслеживать эти все советы и легко их повторять, самое главное. То есть это не просто какая-то там рекомендацион, а как бы жамкнул кнопку, и все у тебя случилось. Причем ты сам выбрал сумму сделки, комфорт для себя, и все, и поехал. И все сложное. Короче, задача Swipe to Trade, она такая: взять биржу, выкинуть нафиг все, что там навертели, потому что каждая биржа — это как Боинг сейчас. Вот вообще абсолютно половина не нужно. Все выкинуть, оставить только полезное. Какое? Покупать, продавать любой актив, раз, выводить, заводить деньги на нее. И что? И смотреть на лучших, повторять за ними, анализировать, что они делают, и умнеть, и дальше самому на этом зарабатывать. Значит, преимущества Swipe to Trade какие? Более 300 криптовалют, только проверенные эксперты, сами лично будем их проверять. Просто так туда не попадут люди. Вот. Простой и понятный интерфейс. Это то, зачем мы гонимся, это поинт такой. То есть функции Swipe to Trade. Значит, лимитные ордера все знают, стоп-лимитные ордера тоже, надеюсь, все знают, стоп-лосс в простонародье, как говорится. Автоордер — это уникальная разработка, которая внутри у нас там появится. О ней подробно потом расскажу, когда буду продукт показывать. Ну, в общем, ладно, сейчас расскажу. Я вам всем вот все время в канале пишу, там, я набираю позицию, я разгружаю позицию. Потом пишу вам, не покупайте все одной котлетой. Потом не продавайте все одной котлетой. Но вам это все равно сложно. И вот это сделанный автоордер специальный, который позволяет набирать позицию и также ее разгружать. Просто выставил, и все там за тебя произошло. Потом автоследование – это возможность повторять. Например, понравился тебе чувак, ты знаешь, что у него хорошие сделки, все выставил, и автоматически за ним все повторяешь, как повторюшка дядя Хрюшка. Вот так лучше, конечно, не делать. Вот автоследование это просто добавили в угоду вам, но я не поддерживаю автоследование. Я считаю, что каждый сигнал, каждое мнение нужно разобрать, нужно проанализировать, только потом повторить. Ну, хотите, вот оно есть там. Значит, выбор экспертов по рейтингу и профитности. Система будет умная, будет проставлять рейтинг. Этот рейтинг мы там заморочились, он складывается из хреновой тьмы просто разных показателей. Ну и плюс отталкивается еще от профитности. Профитность как подделать нельзя, это все тянется из его портфеля, то есть из его активов. Это не просто циферка, там, знаете, как в канал присылают с фьючей вот это вот, плюс 500%, а у него там, он везде раскидал по доллару, короче, шорт, лонг, и потом что отстрелит, он тебе красивый скрин присылает. В общем, это все не рабочая история. И вот теперь самое главное, вектор, да, сменили. Сжиганием DAO. Прибыль от торговых комиссий и оплаты за советы. Там, значит, на чем будет зарабатывать платформа, вам и так понятно, да? Платформа является брокером крутых бирж, не буду говорить, каких пока. Эти крутые биржи платят нам комиссии за то, что вы будете торговать. Вот. Мы за эти комиссии берем и собираем в трежере. Раз. Потом вы повторяете за блогером, и вы платите ему за сигнал. Например, $1. Половину этих средств идет блогеру, половину платформе. Собирается банк, деньги. И на часть этого банка уходит вот тем первоначальным инвесторам, которые я говорил, что надо задача собрать, это от дыма, короче, горячих пердаков. Вот, значит, задача с профитом этим поделиться с людьми, которые smart money, а на остальную часть профита купить им DAO и сжечь. И это процесс будет постоянный, я думаю, там сжигание будет хорошее. Добавлю там тоже. Давай, да, потому что дальше следующее. Да, если можно, я чуть-чуть добавлю про Swipe to Trade. Первое, что хочется сказать. Ну, во-первых, это такой некий... водичку. Да, конечно. Это такой некий, ну, мы его называем у себя внутри, да, Tinder для криптовалют, потому что все делается одним свайпом. И самое главное, чего очень сильно на рынке не хватало, это такого вот социального фактора, где люди могут подписываться на каких-то инфлюенсеров, и сложносоставные ордера, которые могут
там состоять из 10 ордеров, 5 на покупку и 5 на продажу, повторять за ними одним свайпом. И вот самую главную мысль, которую я хотел сказать, вы же все, наверное, знаете, Тинькофф Инвестиции, там есть пульс, да. А почему пульс такого не делает? Ну, наверное, задавали, да, себе такой вопрос. Ну, во-первых, там нужна лицензия, во-вторых, для того, чтобы можно было работать в этом пульсе с этим, нужно, чтобы ты был специальным инвестором, ну, у тебя был специальный статус квалифицированного инвестора. И самое главное, нужны лицензии на копи-трейдинг на фондовом рынке. Так вот, ну, с криптой все попроще. Я думаю, что, конечно, там в рамках, может, 5 лет, ну, тоже потребуются какие-то, наверное, лицензии, какая-то регуляторика появится, но мы к этому моменту уже наберем как бы большую долю массы, большую массу потребителей, большую массу клиентов, и за счет этого, я думаю, сможем этот вопрос как бы продвинуть. Вот, все, что хотел сказать, добавить. Круто, погнали. Слушай, меня здесь в канал пишут, что эфир тормозит. Давай сейчас я тоже отзывы посмотрю. Надеюсь, что все нормально. Комментарий на... Ладно. Дальше, значит, это Swipe to Trade. Это понятно. Все мы ждали продукт, он понятный, простой. Я уверен, что вы им будете пользоваться. Уверен, что он всем зайдет, понравится, мы его доделаем. То есть я там в успехе вообще не сомневаюсь. Следующая история, она реинкарнация, вторая жизнь TTM Game. Реинкарнация в новые... В новом переосмыслении, это как, знаете, вот, как новый фильм по книге, но фильм доосмысленный. То есть продолжение книги. Да. Вот книга была TTM Game, вот Cosmic Foma. Значит, выходит у нас GameFi, игрушка, которая внутри MDAO тоже существует. Называется она Cosmic Foma. Уже немного фома я в вас поселил, присылая скрины из игры. А сейчас я вам о ней подробно расскажу. Значит, что это за зверь такой? Cosmic Foma – это приложение, позволяющее обучаться биржевой торговле в формате игры и зарабатывать, не рискуя собственными активами. То есть, если вы заметили, везде красной нитью в сообществе у нас пронизано вот обучение, улучшение людей вокруг себя, поэтому у нас есть настольная игра, поэтому у нас есть академия, поэтому у нас есть всякие курсы, где вы как бы становитесь лучше. И я знаю, что не у всех есть какой-то там бюджет сумасшедший, чтобы сразу вывалиться на рынок, совершать ошибки, как всегда. Поэтому надо это все делать через игру. Вот, через игру. У нас нормально все с эфиром, да? В Телеграме, говорит, немножко тормозит, ну а и вот фиг с на ним, Ютубе ладно. хорошо, поэтому Значит, приглашаем. Посмотрят, да. Приглашаем идите на YouTube, YouTube, короче, кто-то да. в Телеграме смотрит, идите на YouTube. Если вдруг тормозит. Да, если вдруг тормозит. На Ютубе 1340 1300 нормально. Живем. Значит, и поэтому философия постоянно, во-первых, масс adoption, а во-вторых, простое обучение. Поэтому вот создаем такую игру, которая позволяет учиться, зарабатывать деньги, и еще рынок понимать. История простая. Кто знаком с To The Moon Game, немножко понимает. Только здесь она более продуманная. Значит, выбирай пилота, заправляй рюкзак активами и отправляйся в космический полет. Прокачивай своего персонажа, улучшай его характеристики, как с кроссовками, но только не с таким исходом. Вот. Прокачивай персонажа, улучшай его характеристики, чтобы повысить доходность или продать свой NFT на торговой площадке. Дальше. Вот типы пилотов и типы NFT, которые будут. Значит, у нас будет холдер, трейдер, арбитражник и скальпер. Смотрите, чем они отличаются. Они отличаются стоп-лоссами. То есть у холдера стоп-лосс 5%. Что это такое? Это когда рынок пошел вниз, у вас есть вот возможность закрыться по стоп-лоссу. Если ушло, там все, до свидания. Стоп-лосс 10%, у арбитражника стоп-лосс 15%, и сорви голова, скальпер, у него вообще никаких стоп-лоссов, он может там уходить в очко дьявола, как я говорил, да, и возвращаться обратно. Значит, такие пилоты будут. Какой вы купите, какой вам нравится, это вот в комментариях напишите, что бы вы хотели из этого. Наверное, я хотел бы все. Значит, поехали. Вот так выглядит интерфейс этой игры. Обратите внимание на характеристики своего пилота. Значит, у пилота есть показатели, какие редкость пилота, common, uncommon, rare, legendary. Здесь мы ничего не придумывали нового, все взяли, понятно, знаете где. Вот. Есть также возможность вставить гемс, повысить атрибуты пилота, это метеориты так называемые, туда засунуть. Разные показатели улучшить.
Значит, вместимость. Есть вместимость показатель, видите, capacity. Это вместимость рюкзака пилота. Можно увеличить количество активов, которым можно заправлять рюкзак. Доходность. Видите, есть показатель доходности. Повысить уровень заработка токенов за одну гонку, за один полет. Значит, дальше удача. Увеличь вероятность выпадения лутбокс. То есть в процессе этого полета будут лететь лутбоксы, метеориты. Вот все, что я когда-то на самом деле рассказывал по TTM Game, который мы так и ни хрена не сделали, вот здесь оно все сделано. И в лутбоксах будут всякие ништяки. Значит, прочность еще есть. Уменьши стоимость восстановления пилота. Естественно, пилот пока летит, он устает, болеет, там, хромает, еще что-то. Его надо вот лечить, восстанавливать. Повышай уровень свой, используй внутриигровые токены и MDAO. Напомню, что в этой игре в Cosmic FOMA MDAO — это governance токен, который нужен для апгрейдов, для минтинга. То есть он полностью там участвует. И поэтому тот, кто сейчас в MDAO и давнишний наш холдер, я уверен, что вы прыгаете на стуле, потому что вы понимаете, что это полетит. Вот. Значит, увеличивай их характеристики пилота. Следующее, значит, какие моды есть, возможности игры, игрового процесса. Есть соло-мод. Что за соло-мод? Заправляйся активами, отправляйся в одиночный полет. Во время полета разбивай метеориты, выбивай лутбоксы, следуй своей стратегии и вовремя фиксируй прибыль. Ошибка вот первой игры TTM Game на самом деле заключается в следующем. Мы пытались вас заставить в нее играть друг против друга. И это было сложно, потому что было время ожидания полетов, еще что-то, и друг против друга, бюджет вот этот надо где-то было вам изыскивать. Здесь другой калинкор, то есть бюджет и внутри приложения. Твоя задача что? Собрать классный портфель, чтобы он профитнул и тебя не сожрала жадность, вовремя нажать кнопочку Take Profit. Все. По дороге, в зависимости от твоего скилла твоего персонажа, нахватать еще кучу всяких плюшек. Класс. Это соло-мод. Играй один в любое время. Пошел поссать, играешь. Сел в метро, играешь. Вот. Сел в самолет, играешь. В вертолет, играешь. Везде играешь. Хардкор-мод, знаешь, что такое? Соревнуйся с сообществом игроков. То есть можно биться против других отморозков вот, из сообщества и выигрывать еще больше токенов. Можно здесь добавлю? Давай. У меня будет просто комментарий для более прокачанных чуваков. Давай. Значит, кто знает игры там Stepan, кто знает различные Move to Earn, Play to Earn проекты, где экономика строится на минтинге, NFT и базируется на двух токенах. Один игровой, а второй токен governance, токен управления. Так вот, мы уже очень давно следим за всеми этими проектами. Вы знаете, что мы одни из первых там делали сообщество по Stepan, делали всякие обучающие штуки, переводили там их white-пейперы. И самое главное, что мы разобрали на кусочки все их внутренней там экономики. Вот, потому что пока все это изучали и делали свою, поэтому все это дело разобрали. И всему в их экономиках не хватало нескольких моментов. Первый момент – это отсутствие отрицательного мат-ожидания в игре. То есть это очень важный момент. Почему здесь оно есть? Оно здесь есть, потому что вы из-за своей жадности какой-то игрок, он может, например, выделенные ему средства, которые он может сегодня зайти и забрать, он их может потерять, потому что будет какой-то коэффициент, что ты можешь больше, например, выиграть. Да? То есть отрицательное мат-ожидание. Очень важный момент. Второй момент – это хард-мод, то есть люди должны играть друг с другом для того, чтобы формировался как бы банк, то есть некий такой социальный гемблинг, а платформа забирала комиссию. Тем самым из оборота убирая игровой токен. То есть наша задача убирать из оборота игровой токен, и наша задача убирать из оборота NFT-шки, которые минтятся. Здесь подробно так не будет, но просто для тех, кто вот разбирается, для тех, кто следит за последними проектами, это вот таких два важных момента, на которые вот следует обратить внимание. Да. Сами вы понимаете, мы одни из самых первых, кто в СНГ нашел и Stepan, и прочее барахло, которое вышло после него. Вот, поэтому мы, естественно, знаем все токеномики, все проблемы, с которыми столкнулся проект, и, естественно, мы все учли. И более того, мы сформировали одно из самых крупнейших сообществ по Stepan. И вот все эти каналы, которые Stepan были у нас посвящены, все переделаются, вот, там, не знаю, чуть ли не завтрашнего дня, и все это превратится в Cosmic FOMA. Вот, только здесь будет только FOMA, никакого хома.
Вот так, смотрите, значит, выглядит эта история. Еще дальше вот раз показываю. Миньте уникального пилота с лучшими характеристиками, используя внутриигровые токены и MDAO. Вот, минтинг пилотов показан здесь. Приложение тоже готово. Значит, и вот теперь самое главное. То есть сейчас надо присесть, выдохнуть, взять листок, подумать, да? Еще что-нибудь сделать, там, я не знаю, что хотите. Вот. Вход в whitelist продукта Cosmic Foam. Это важная история, которая сейчас дается вам. Она действительно важна. Потому что, как говорится, кто первый, тот и папа. Нет, обычно кто последний, тот и папа. Но здесь кто первый, того и тапки. И про тапки тоже плохо. Тапки — это вообще плохо. И кроссовки, и тапки. Короче, вход в whitelist. Вот назовем это продукт Cosmic Foam. Genesis NFT, значит, что это будет такое? Мы не будем никакие там деньги привлекать, никаких токенов там продавать, вообще никаких продаж токенов, никаких раздач токенов. Это нужно для того, чтобы у токена была нормальная модель, чтобы его никто там на листинге не начал лить, вообще ничего не будет. Единственное, что мы будем делать, это продавать Genesis NFT, то есть первоначальные NFT, которые потом будут служить с входным билетом в клуб, определенные, давать там привилегии. И плюс это как бы родоначальники вот всей истории. С них запустится история минтингов и всего-всего-всего. То есть это вот, чтобы вы поняли важность. Значит, кому мы будем что давать? Мы будем давать возможность покупать эти NFT только игровым гильдиям. 2000 NFT выделяем. По 200 NFT на гильдию. Киты MDAO 2000 NFT, 20% по сути, да, от всей истории. До 10 NFT на один адрес, до 10, не больше. Киты MDAO — это ребята, у которых больше 20 тысяч MDAO на кошельке есть. Вот. Получать они это NFT будут на тот кошелек, где у них есть эти 20 тысяч MDAO. Они записываются. Записываются, да, в whitelist. Сейчас будет запись в whitelist, тоже надо ее не про куку. Значит, инфлюенсеры – это чуваки, которые много записывают кружков, телеграм-каналы, вот, типа меня, если есть такие еще на рынке, такие отморозки. Значит, инфлюенсеры, значит, 1000 NFT инфлюенсерам продадим, по 5 NFT, до 5 NFT в одни руки. И все остальное сообщество – это 5000 NFT, до 2 NFT в одни руки. Значит, условие приобретения этого NFT все равно остается такое. Мы не продадим это NFT тому, у кого нет MDAO. Вообще никому. Даже инфлюенсерам. То есть MDAO, есть какао. Вот так. А теперь открытие whitelist, ребята, у вас 24 часа. 24 часа угнать за 60 секунд. А можно я здесь объясню поподробнее? Ну давай, ладно, вернемся. Да, один момент. То есть, смотрите, друзья, сейчас вот Влад следующий слайд, который переключил, мы его еще раз переключим, вы успеете сосканировать, все нормально, и всем вам в бот, через который вы регистрировались на эфир, тоже придет ссылка на этот whitelist, поэтому не переживайте. Хочу несколько моментов. Первое, whitelist сейчас текущий открывается для вот 2 нижних категорий, для китов MDAO и для всех остальных. То есть все, кто хотят попасть в whitelist, вам нужно заполнить эту форму, и если вы являетесь китом, тоже заполнить эту форму, то есть указать все данные на 24 часа после эфира. После этого мы закроем, и периодически до выхода продукта эта форма будет открываться, но она будет открываться там для разных всяких категорий и групп. Там где-то мы будем для каких-то, может быть, каналов, для владельцев каналов открывать, где-то для каких-нибудь блогеров еще дополнительно, где-то внутри экосистемы MDAO придумывать, да, у Влада в канале дополнительно разыгрывать места в whitelist. Но самый важный момент, когда откроется продажа NFT, она будет доступна первые 24 часа только тем, кто есть в whitelist. Все купили, если что-то остается, то потом открывается для всех. Ну, вот. Все, поэтому важность whitelist, вы поняли, короче, что повторяться. Да. Еще один момент, извини. Да, еще один момент. То есть очень хорошо эта история у нас ложится именно в антикризисный, да, в наш эфир. Почему? Потому что мы начинаем вот эти Genesis NFT реализовывать внутри своего сообщества. И важный момент, то есть не сказали, да, собранные средства, они идут часть на маркетинг, 30%, остальное идет все в обеспечение ликвидности. Да, чтобы понимали, игрового токена. Чтобы не говорили там, жируют.
То есть Дубай. игровой токен, его нужно обеспечивать ликвидностью, вы увидите пулы ликвидности, когда игра стартанет. И часть пойдет на маркетинг, потому что здесь мы с вами стартанем нашим мы сообществом. отчитаемся за все Возьмем, да. средства. Отчитаемся? Конечно, нашим сообществом возьмем как бы вот эти Genesis NFT, а дальше мы пойдем в мир. Да? Мы пойдем в мир, мы будем заказывать там блогеров внешних, но Заказывать понимаете, Кристалл, Феррари, все, всё кто, как надо. все, кто будут присоединяться позже к игре, им для того, чтобы играть, нужно будет купить NFT-шку. Она уже ниоткуда не возьмется. Ее смогут сминтить только первые владельцы. Поэтому вы будете на P2P рынке продавать. Единственный как бы вот наш заработок конкретно, где мы здесь зарабатываем, это комиссия маркетплейса. И то часть заработка все равно будет уходить в сжигание. Да. А теперь важный момент для тех, кто в Степан, да, Степан пользовался. Вы же помните, как токен GMT, да, полетел с листинга и до сих пор при цене паблика по 1 центу он до сих пор стоит 50 центов. Это 50 иксов с учетом как бы медвежки. Потому что это governance токен, там нету гиперинфляции. А у нас MDAO будет наоборот поджигаться. Прокачки специальных Всё, уровней, еще какие-то, да. Короче, нормально и так все. Хочу просто, чтобы прочувствовали. Да, они не прочувствуют все равно. Потом прочувствуют. На других эмоциях. Все, да. Все, открывайте whitelist. вот QR-код, все, делитесь им. Я сейчас что сделаю? Я сейчас фоткну этот QR-код. Вот так. И в канал зафигарю. Сейчас. Все, пошло-поехало. Поехали в лес за орехами, значит. Дальше. Все, проехали. И вот тут... Сейчас, подожди, надо выдохнуть, да, после этого? Все, ребят, выдыхаем. Ничего не произошло, все хорошо, жизнь прекрасна. Все, готовы дальше? Поехали дальше. Криптоэнтузиаст. Вот, от TTM Academy. И здесь я слово передаю Роману в обмен на воду. Пожалуйста. Вот. Да. Окей, поехали. Ну, буду на самом деле краток максимально. Опять помним, да, тему нашего эфира, это антикризисный эфир. Вот, мы в группе компании собрались с ребятами со всеми нашими направлениями, со всеми продуктами, ну и долго штурмили, по сути, что мы делаем. Там, вот приняли решение по Cosmic FOMO, приняли решение по Swipe to Trade, и, соответственно, было очень классное решение от TTM Академии, которое было запланировано лишь на середину следующего года, вот, но решили делать это чуть-чуть раньше, потому что увидели в этом, ну, некий такой необходимость, да, на текущий момент и спрос. Что это такое? Это закрытое сообщество с платной подпиской. Цель сообщества – создать систему постоянного заработка на крипторынке с минимальным вложением. Сейчас, Ром, на самом деле, я был всегда в канале сторонником адским, противником платных подписок, и сейчас меня там разорвут на части. Да, Объясни, что это. А так тут дальше целая преза. Всё, сейчас, супер, да. давай. Сейчас пойдем, да. Не, просто поймут смысл, как бы в чем, поэтому... Да. Дальше из чего будет... Да, давай дальше, там пройдемся, да. Из чего будет состоять продукт? В продукте будут... Ну, мы хотим сформировать отдел, мы уже начали формировать, искать ребят. Это будет целый отдел, который будет который будет искать для вас возможности каждый день заработка на рынке криптовалют без депозита. Либо с очень маленьким депозитом, то есть маленький депозит для того, чтобы оплачивать комиссии просто в сети, там эфира, еще где-то. То есть вам все равно какая-то копеечка будет нужна. Но в целом, вы знаете, да, вот последние события, там как недавно был дроп токена Aptos, да, там по 1,5–2,5 тысячи долларов люди получили только за то, что там в нужное время просто зашли, у них было свободное время. Я писал об этом в канале, кстати. Да, Влад об этом писал. Люди... Хотя нужно было 1,5 часа времени там, свободного, да. час времени, чтобы получить там по 3000 баксов этот дроп. дропалось. Таких возможностей на самом деле появляется каждый раз очень много. Каждый день их огромное количество. Я просто сам там подписан на разные каналы, в том числе вот Влад у себя постит, и сам анализирую там разные какие-то проекты, твиттеры, вижу эти возможности. А на мой подписан канал? Конечно. Нужно только время. То есть нужно только время и желание. Соответственно, какие там рубрики будут? Ну, это будем разворачивать ноды, будем делать тестнеты и тестирование новых продуктов за награду. Это очень важный момент, потому что вот как раз-таки за тестнеты и тестирование новых продуктов за награду очень хорошо насыпают, если проекты прям становятся потом популярными. Амбассадорские, партнерские различные программы, какие-то аирдропы и так далее. Ну, может быть, какие-то IDO, INO, IFO там, и так далее. То есть где вот есть минимальные вложения. В общем, смысл такой, что мы хотим создать большое сообщество криптоэнтузиаст, сделать какую-то очень небольшую подписку для того, чтобы мы сформировали очень крутой отдел, который искал постоянно, это шерстил. То есть подписка Опять же, не чтобы мы заработали, а чтобы это просто покупало зарплаты.
Конечно, конечно, Он да. ли? То есть у нас нам нужно сформировать отдел. Мы считали, что нам, в принципе, если криптоэнтузиаст, для нас имеет смысл там от 1000 человек. Поэтому мы начнем работать, скоро объявим там о запуске. То есть пока сейчас не будет никаких QR-кодов, по-моему, насколько мне известно. Не будет. Здесь мы объявим чуть позже о запуске. Но стоить это будет до $50. Я не знаю пока еще ценообразование полноценное. До $50 эта история будет стоить. Сделано это будет на базе, важный момент, на базе функционала MDAO Wallet бота нашего, где администратор канала может создать платное сообщество и принимать оплату. Мы там сделаем тоже в USDT, часть будем брать еще комиссии, и еще с этого будет, собственно, сжигать через заработок с MDAO. Кайф. Дальше. Сейчас. Я опять сижу, жду. Как попасть? Да. Здесь уже стоимость есть, все, Да. точно, я забыл, да. Как попасть в сообщество криптоэнтузиастов? Это не публичный закрытый канал, как я уже сказал. Просто следите за новостями, мы про все расскажем. Когда у нас будут готовы все мощности для того, чтобы каждый день генерить для вас там контент и какие-то истории находить, тогда мы эту штуку прям запустим. Скорее всего, будет, наверное, порционный такой вход первое время, потому что нам надо будет оттестировать все процессы, поэтому сделаем какой-то ограниченный, там, на 1000, может, человек сначала. Может, даже меньше. Да, может, даже меньше, посмотрим. Подписка будет отслеживаться через бота, все будет автоматизировано, просто она закончилась, бот вас выкинул. Осталось, окей, Я сначала напомнил, что надо продолжайте. платить, Да. а потом выкинул. Да. Даже если ты оплатил, все равно выкинул. Да. Поэтому... Да. Поэтому... Так, сейчас. Уже все там дальше. Да все, стоимость месячной подписки Да. не более $49, поэтому не переживайте. В общем, да, хотели, еще раз говорю, хотели сконцентрироваться на людей, у кого нет возможности там, иметь какие-то депозиты торговые. Понятно, что есть более какие-то интересные штуки, там, с трейдингом. $49 всегда можно занять у мамы. Да. Все нормально. Или у сына маминой подруги. Они обычно самые прокачанные люди на планете. Дальше ТТМ-клуб. Да, поехали. Выдохнешь? Да, сейчас водички глотну еще тоже чуть-чуть, и можем продолжать. Можно, да. Поехали. Поехали. ТТМ-клуб. Следующую. Прям Следующий. сразу. Паук. Друзья, в общем, у нас сейчас есть план, не то что план, мы уже почти все реализовали, просто там нужно до конца укомплектовать там штат нужными людьми, но есть план в конце года, там, в начале декабря, по возможности перейти, закрыть старый клуб и запуститься полностью по-новому. Я сейчас объясню, почему, на примере этих слайдов. Старый клуб, что мы делали? Там была основная идея, это найти новый биткоин. Очень классная идея, в целом все классно, но есть одна большая проблема. Когда рынок медвежий, когда все падает, мы-то тертые калачи, мы потихонечку закупаемся, усредняемся. Сидим, там у нас депозит разделен на микрочасти, и мы потихонечку закупаемся. А людям все-таки хочется еще зарабатывать на рынке, на сложном рынке, когда рынок еще может падать, то есть на волатильностях и так далее. Поэтому решили пересмотреть концепцию, решили полностью уйти от старой концепции поиск нового биткоина. У нас там будет история с долгосрочным инвестированием, она останется, но ее будет сильно меньше. То есть основной акцент будет на другом. То есть что было раньше? Раньше были торговые идеи депонирования капитала на рынке DeFi один раз в неделю, разбор рынка криптоактивов был раз в неделю, аллокации в проекты еще до MDAO Maker, до лаунчпада пользователи клуба заходили в проекты. Кстати, очень много проектов уже там скоро начнут листиться, в которые мы заходили. Нет требования по наличию депозита никакого, то есть ты захотел, зашел, там, не проверяли наличие депозита. Дальше в ТТМ-клуб могли попасть только слушатели, выпускники Академии ТТМ. Мы это делали специально для того, чтобы внутри сообщества общаться на одном языке. И из-за этого мы не могли масштабировать клуб, потому что все-таки для меня, для Влада, клуб — это такая история. Хочется движа, хочется офлайна, хочется встреч. Хочется вместе на ламбах по пескам гонять. Хочется вместе встречаться, пересекаться, там, общаться, какие-то неформальные встречи. То есть строить действительно клуб. Не историю про инвестиции, да, особенно там долгосрочные инвестиции, где нужен капитал для усреднения. Нужна какая-то движуха. Плюс, ввиду того, что мы находимся в кризис, а у нас антикризисный эфир, мы добавляем такие рубрики, которые, по сути, должны вам помочь зарабатывать на любом рынке. Можно следующий. Да. Погнали.
Так, сейчас. Опять сижу и жду, пока у меня переключится. Вот я. Мы переходим в некий такой премиальный сегмент. Значит, что это такое? Мы хотим построить сильное окружение, особое внимание уделить офлайн-составляющей, как я вот сказал до этого. И основная идея это не поиск нового биткоина, а быстрая адаптация к изменениям и заработок на любых фазах и состояниях рынка. Следующий можно. Погнали. Что значит мы хотим добавить? Мы пока не придумали название новое, может быть, не знаю, оно какое-то будет более интересное. Пока вот в презентации это выглядит как клуб 2.0. Расширение направлений деятельности. Мы, помимо крипторынка, у нас добавится еще фонда и рынок недвижимости. Самая главная история, у нас добавится торговля. Трейдеры будут рассказывать, точнее, давать свои какие-то рекомендации, как подойти к их системе. Вы будете все это до вступления как бы изучать, ознакомливаться, и мы будем давать в канал сетапы на всех фазах рынка. И на падение там будут в том числе и спотовая торговля, и там фьючерсы, естественно, с риск-менеджментом, естественно, с небольшими там плечами, со стопами. Все как положено. Вот. Трейдеров мы проверяли долго, мы долго с ними работали, вот. Не хотели делать их пока в клубе, сами просто занимались. Вот у нас есть трейдеры, с которыми мы самостоятельно взаимодействуем. Вот. Внешне как бы никогда не выводили. Решили сейчас вот выводить в клуб, потому что есть классная статистика торговая, и мы понимаем, как бы, на что команда способна. Дальше. Аналитика по фондовому рынку. Считаем то, что сейчас ее нужно давать, потому что все отвернулись от фондового рынка, а я, между прочим, сегодня купил акции Фейсбука по цене 2015 года. Да, вот. Возможно, об этом не говорить. Возможно, они еще упадут. Возможно, они еще упадут. Но, тем не менее, вот представьте, да, сейчас 22, а можно покупать акции, когда все отворачиваются от фондового рынка. Дальше. Аллокации в проекты с бейкерами Tier 1. Мы к моменту запуска клуба очень сильно подготовили команду бизнес-девелопмента, и мы начали взаимодействовать с большим количеством фондов, обмениваемся с ними. Сколько, скажи, у нас порядка 150 фондов, с которыми мы запартнерились, и мы со всеми обмениваемся пайплайном. И, куда мы зашли, куда они зашли. Куда они зашли, да. И у нас сейчас очень большое количество проектов в очереди, в которые залетают биржи и там фонды и всякие биржи Tier 1. Вот. Дальше торговые идеи остаются, ничего с ними не меняется. Здесь инсайдерская торговля написана, я просил убрать из преза. Торговые идеи, инсайдерская торговля. Никакой инсайдерской торговли нет. Не-не, это же есть, по сути, инсайдерская торговля, торговые идеи. То есть, когда происходит какая-то идея, она может быть обусловлена каким-то... Инсайды мы ищем исключительно... Каким-то фундаментальным анализом. Исключительно в открытом рынке. Да. Прошу заметить. Дальше, следующее. Экономия времени для ознакомления с торговыми идеями. Мы решили убрать все эфиры, которые мы проводили. Будем полноценно просто писать, делать хорошие там посты. Если нужно, то просто выкладывать видеоконтент, когда вам удобно его будет просмотреть. Вот. Самое главное, я специально пропустил консьерж, я про него чуть позже скажу. Дальше. Вот теперь вот самый главный пункт, на который прям надо обратить внимание. Первое. Стабильные офлайн мероприятия и встречи сообщества. Стабильно хотим раз в квартал большие мероприятия проводить, а чаще просто встречаться в формате, там, условно, там, не знаю, 10-15 человек, если там кто-то здесь, кто-то там, в формате просека, вот, как Влад любит. Вот. Дальше, следующий очень важный пункт – это бесплатное обучение на базе ТТМ Академии. Смотрите, что значит бесплатное? Бесплатное оно будет для вас, вступление в клуб. Мы, у нас это все процессы в компании происходят по-другому. Мы, как и ТТМ клуб, мы покупаем обучение у Академии, как клиент, да, по сути, Академия для нас его разрабатывает за какие-то деньги. И это обучение мы всем вступившим будем давать. Это абсолютно точно не то обучение, которое... Что, сел комп, что ли? Не, потухло это. Окей. Я продолжаю, да, пока? Да, продолжай. Ага. Пардон. Да, это не то обучение, которое есть в Академии, полноценное, такое с основательным подходом, где вы 4 месяца обучаетесь, там куча академических часов. Это будет короткое обучение, там буквально, не знаю, там, до 10 маленьких уроков для того, чтобы вы могли, безопасно использовать криптовалюту и использовать те инструменты, которые использует клуб. Там биржи, кошельки, там все остальное. То есть такое обучение. И важный момент. Мы договорились с партнерами о консьерж-сервисе. У нас у всех будет консьерж-сервис. Я не успел добавить, к сожалению, этот слайд в презентацию, но вот попросил... Короче, мы подсмотрели эту концепцию. Мы в одном клубе инвесторском состоим, но по фонде. Вот. И там есть консьерж-сервис.
И там есть человек, который решает любой твой головняк. Билеты, гостиницы, самолеты, вертолеты, куда пойти, столик в ресторане. И мы решили это все повторить. И вот у Ромы есть целый список. Я вкратце вкратце проговорю, какие вопросы может закрывать консьерж-сервис. Различное там оформление ожидания авиабилетов, бронирование отелей, туристических поездок, трансферы, аренда авто, визовая поддержка, бронирование ресторанов, заказ билетов на разные культурно-зрелищные мероприятия. Доставка цветов, организация мероприятий. То есть у вас, например, день рождения, вы там звоните консьерж, говорите, мне вот день рождения, 10 человек, там, не знаю, 100 тысяч рублей. Вот, организуйте, пожалуйста, вам организовывают. Да? Дальше, поиск и доставка эксклюзивных товаров, подбор информации, подбор подарков, поиск домашнего персонала, юридический налоговый консалтинг, услуги в области образования. Короче, куча всего, не буду я полностью все читать. В общем, я просто скажу, что цены розничные, если обращаться, ну, как бы в розницу, да, то что-то в районе там 120 тысяч примерно в месяц такая услуга стоит. Это консьержа. У нас, естественно, там корпоративные тарифы. Ну, об этом чуть дальше. Давай дальше. Погнали, короче. Да. И надо быстрее, а то я сейчас... Да, все, ускоряемся, да. Хотя у меня здесь пустая банка. Да. Тебе не хватит. Ладно, погнали. 5-й Red Bull за день мне не Да. хватит. В общем, значит, чтобы эта вся история была возможна, вы же понимаете, мы берем там как бы пакетом, берем консьерж-сервис, специальных специалистов выводим. Нам нужно будет 500 человек. Вот мы наберем 500 человек, ни больше, ни меньше. Дальше потом будем периодически, если будут освобождаться места, мы будем просто открывать какой-то набор и добирать новых. Стартуем мы с 500 человек. В текущем клубе там около 100 человек, то есть там ребята все у нас остаются. Более того, я думаю, что мы там подарим какой-то месяц им, потому за лояльность, за все остальное. Плюс еще им перенесутся все их месяца, которые они оплатили наперед. Но очень важный момент. Нужно будет подтвердить депозит. То есть, объясню, для чего это. Это делается для того, чтобы мы понимали, что у вас есть объем средств, чтобы вы... Хотелось бесплатно. Да, чтобы... Нет, у тебя сегодня прям супер вообще игривое настроение, сбиваешь. Сейчас я... Это Red Bull. Да. У вас... Да, подтверждение депозита. Подтверждение депозита 15 тысяч. Для чего это делается? Для того, чтобы не было у вас, чтобы мы были уверены, что вы оплачиваете в клубе, нахождение в клубе, и у вас была возможность его окупить, потому что мы понимаем примерно, какой нужен депозит для того, чтобы вы там заработали определенное количество денег. У нас есть статистика наша, там срезанная по всем трейдам, по торговле, поэтому нужно будет подтвердить депозит. Пока мы не придумали, как мы это будем делать, но обязательно как бы нужно будет какое-то подтверждение. Так, все текущие члены клуба получают месяц бесплатного участия. Все, и следующий, значит, QR-код. Предварительная форма записи. Друзья, кому интересно вот в сообщество это вступить, первый ивент мы проведем прям вот первыми 500 людьми, я думаю, скорее всего, здесь, вот, совместно. Над названием подумаем, может быть, сделаем какую-нибудь, не знаю, элита Утушкина, что-нибудь такое, да? Да какая же... Да я шучу. Утушкин никогда не был элитой. Нет, элита. Вот, поэтому заходите в предварительную запись. Мы на самом деле очень сильно постарались. Очень скоро объявим, уже прям дадим полную переупаковку, представим всю команду, которая пригласим будет... Клаву Коку в Black Star, покурим кальянов и потанцуем. И представим всю команду экспертов, новый состав. Вот, я думаю, всем все понравится. В общем, заполняйте предварительную форму записи, для кого это интересно. И дальше у нас там... все. Да, все, окей. А стоимости чуть, ребят, не добавили, да, в презентацию? Там была стоимость? Ну, вообще, да, они должны сколько стоит? Добавить. Так, сейчас. Ладно, окей. Сколько стоит? Нет, стоимость мы не добавляли. Стоимость у нас, по-моему, есть в форме. Вы заходите в форму и там выбираете как бы тариф. Стоит что-то в районе $300 в месяц. Если брать на большие сроки, то будет меньше. Если вы берете на год, то у вас бесплатный консьерж-сервис. Если все остальные, то там, в общем, посмотрите, зайдите на форму, посмотрите тарифы. Если есть какие-то вопросы, то у нас есть публичный чат по инвест-клубу, можно писать туда, модераторы на все ответят. Вообще по инвест-клубу после того мы сделаем отдельную презентацию с новыми экспертами, более подробно с рубриками и проведем ее, прежде чем как бы всю эту историю запускать. Но вы уже можете записаться. Да. Все. Погнали, короче. Записывать лишним точно не будет.
Про что рассказываю? Еще разочек напомню про Point. TTM Group должна усилить МДАО, и мы должны, топить за МДАО. У МДАО должно быть счастье, потому что МДАО это что? Это сообщество большое, прежде всего, которое объединено одним токеном, МДАО. Вот. Но это Web 3.0 сообщество, и мы должны делать блага для сообществ и расти вместе. Поэтому все, что мы там пытались отделить, мы присоединяем. Вот. Поэтому TTM Wallet переходит в экосистему MarsDAO. Вот. В ближайшее время выпустится новый дизайн, переименуется и влетит в экосистему. Вот. TTM Wallet, что такое, кто не знает. У нас есть TTM Wallet. Сколько он забрал нервов, вы бы знали. Короче, есть TTM Wallet, надежный, безопасный, это действительно так, и легкий в использовании криптокошелек, который сочетает все функции мультивалютного и аппаратного холодного кошелька. Вот. По нашей старой традиции мы взяли кошелек, выбросили все нахрен лишнее из кошелька и оставили все, что действительно надо, а не что типа модно. Поэтому он идеален для новичков. Это тоже так. Простой и понятный интерфейс. Тоже так. Быстрый и безопасный обмен. Гарантированная анонимность. Ну, понятно, децентрализованный кошелек, понятно все. Создание неограниченного количества кошельков. Хоть 500 тысяч их там создайте. Вот. Удобное распределение токенов по сетям. Возможность добавления сторонних токенов. Любых. Все добавляется по смарт-контракту, все в лучших традициях любого нормального децентрализованного кошелька. Подключение по Wallet Connect, что это дает возможность подключаться с помощью нашего кошелька к любому децентрализованному приложению, которое вам нравится. Подключение к различным dApps внутри приложения. Внутри приложения dApps, там сейчас есть MDAO, DBridge, еще что-то. И мы туда будем добавлять всякое интересное. Вот, что можно будет легко прям внутри приложения делать. Браузер там делать не стали, как есть в MetaMask и прочее, чтобы не вылететь, во-первых, с App Store, а во-вторых, это просто не надо. Не хочется там, чтобы вы лазили по всякому неверифицированному. Поэтому добавлять будем только то, что прошло, опять же, наш отбор. Значит, сейчас есть 4 поддерживаемые сети, готовится Matic, дальше будем добавлять другие сети, но все по классике. В общем, никаких проблем с добавлением сетей нет. Главное, чтобы был point вам этим пользоваться. Почему Matic, Polygon добавляем сейчас? Ну, это я Matic называю, на самом деле Polygon. Почему добавляем Polygon? Потому что есть Thunderlands, у них там все на полигоне. Чтобы появляется партнер, появляется потребность, делаем. Потому что это все в рамках сообщества. Что сейчас, значит, там есть? Плюс 5000 токенов для отслеживания. Вот. Плюс 12 тысяч, то есть 12 тысяч плюс скачиваний в App Store и Google Play, это уже вы сделали, 12 тысяч, вполне себе. Вот, средняя оценка 4 из 5. Вот, кто поставил там хреновую звездочку, я вам дальше после эфира скажу, что надо сделать. Вот. У меня есть короночка для вас. Пока ищите стену. Пока, да. Значит, монетизация продукта. Тоже есть монетизация. B2B White Label. Уже есть сделки успешные. Значит, что мы делаем? Мы предоставляем продукт сторонним компаниям, инфлюенсерам, там, не знаю, любому чуваку, который хочет свой кошелек. Вот, и полностью переупаковываем под его бренд, под его хотелки. Там, рисуем слоников. Там, спасибо Гелику. Спасибо крипте за гелик. Короче, что хочешь, можем тебе туда написать. Вот. Вся выручка от продажи такого B2B решения. B2B решение стоит там, от 50 тысяч $. Вся выручка от продажи такого B2B решения откупает МДАО с рынка и сжигает его. И еще там будет вот B2C, да? B2C. На чем зарабатывает вот внутри. В скором времени туда добавится фиат крипта, крипта фиат. То есть завести с карточки, вывести и все такое. И вот там будет заработок на комиссиях, плюс там в скором времени появится свапалка, там тоже будет заработок на комиссиях. Вот. И все это тоже будет откупать МДАО, сжигать. Такие дела. И все это будет в рамках сообщества. И вот следующий продукт, я уже там листанул, вы, наверное, видели, сейчас буду рассказывать. Ну вот принцип про кошелек, все, кошелек будет только улучшаться, по нему дорожная карта длиной в жизнь. Это надо отдельный эфир делать по всему тому, что мы там напридумывали. Плюс еще вот здесь не написано заработки. Откуда еще заработки для сжигания? Продаем же вот эти карточки наши, холодный хардвер.
Вот. Но он не совсем холодный, это вообще не холодный кошелек, это цифровая банкнота, чтобы передать крипту без всякой транзакции в кармашек, так хлоп. Вот. И она тоже, это тоже продается, сейчас продается, всегда продавалось, и в скором времени это тоже денежки будут тратиться на сжигание МДАО. Значит, система лояльности, дальше рассказываю. Этот продукт родился вот так вот просто. Почему? Потому что много с кем общаюсь, там, Славик, ты что делаешь? Я это делаю, ты что делаешь? Я это делаю. А ты можешь мне скидку дать? Да, могу. А это можешь дать? Да, могу. Ну и все, как бы. Дальше вы часто говорили, а будут ли какие-то плюшки из-за того, что мы там типа вот все в МДАО? Да, будут. Вот появляется система лояльности для держателей токена МДАО. MarsDAO и партнеры, наши партнеры, коих уже становится очень много. Вот. Некоторые перестают думать, что мы скамье, вот, и начинают с нами дружить. Другие просто ненавидят тихо, но тоже дружат уже. Вот. MarsDAO и партнеры совместно разработали программу лояльности для пользователей продуктов экосистемы. Значит, как это будет выглядеть? Я уже показывал, в канале скидывал спойлер. Значит, заходите на эту платформу, подключаете кошелек МДАО к ней. Платформа проверяет, сколько у вас токенов, и в зависимости от того, сколько у вас там МДАО, вам выдают блага цивилизации, которым вы можете воспользоваться. То есть там будут привилегии, скидки и прочие педали. И это будет клейм. Вы клеймите там определенный промокод, дальше идете там, например, на какую-нибудь биржу, говорите им промокод, вам дают баланс. Или вам делают супер скидки на комиссии, или еще какая-то штука. В общем, это все будет работать. Так, ну, в принципе, все. Надо бы уже заканчивать, потому что если мы сейчас не закончим, вот, я утоплю просто ноутбук этот, потому что у меня сейчас из глаз польется. Вот. Ну, еще, да, еще есть. Еще есть порох в пороховнице. Да. И все, итоги розыгрыша, да? Ну да, Розыгрыш, да, давай тогда смотри, сначала розыгрыш, да? Да, сначала розыгрыш, окей. Ну, сейчас пока отключите Владу ноутбук, он все подготовит. А не, уже можно. И у уже меня вот можно? так сделано, смотри. Всё, Так, чик, окей. все. Да, все, окей. В общем, смотри, давай сразу в эфире просто договоримся. Давай, давай сюда. Да, держи. Мы делаем следующим образом. Вот мы сделали, автоматизировали всю эту историю, вы записывались на эфир через бот. Мы сейчас сделаем следующим образом. Влад запустит рандомайзер, у нас выпадет один ник. Этот ник выпадет, Влад в Телеграме у себя на телефоне откроет и запишет кружочек с нами, то, что, чувак, ты выиграл. Почему кружочек, не текстом, чтобы мошенники... Так там же не ники скинули. выпадают у нас, а идентификаторы. ID, да, да. ID. И ник тоже вроде выпадает, ник тоже вот можно не уверен. перейти. Ну-ка, окей. Ну, сейчас посмотрим. Заодно разберемся. Да. Вот. Соответственно, запишем кружочек, и дальше у вас будет 3 минуты. Ну, давай возьмем 3 минуты. 3 да? минуты. Да, для того, чтобы просто выйти как бы на коннект. Выходите на коннект, все. Выходите на коннект, получаете iPhone. Значит, первое место $100, точнее, третье место $100 в МДАО. Мы сначала разыграем Да, третье место, место. потом разыграем второе место, наушники, и потом первое, первое, да? iPhone, да. Все, погнали, готовы. Меня видно здесь, да? Значит, команда рандомайзер. Короче, я сейчас сделаю. Сначала надо писать help. Мне так сказали. Help. Значит, сейчас. А я пока займусь еще одним полезным. Давай, help. Вот. И вот здесь я нажимаю randomize. Сколько победителей должно быть? 1. Это сейчас выбираем, кто получит $100 МДАО. 1. Так, поздравляем, становится участник Нидора. Сейчас я запишу кружочек Нидоре. Так, как это называется у нас? MarsDAO, да? MarsDAO. Кстати, классно придумано. Офигенно сделали вообще. Аркадий Тимофеев, я тебя поздравляю. Вот. У тебя есть возможность забрать $100 МДАО, если ты сейчас мне кружочек запишешь. Вот. Что ты там делаешь? Расскажешь. Все, можем второго разыгрывать, ждем пока. Короче, ответит. Аркадию Тимофееву вот кружочек. Пока ждем, да. Ждем 10 минут. Сколько? 3 минуты. 3 минуты. Ну, вот. ты можешь уже второго разыгрывать. Да, уже сейчас буду второго разыгрывать. Аркадий пока не отвечает. А видать, если он не смотрит. ответит, давай сразу проговорим. А если он не ответит, другого выберем. Потом еще раз по кругу. Да, по Всё. кругу. Короче, 3 минуты есть у Аркадия Тимофеева. В 20:27 я ему отправил кружочек. Если ты, Аркадий, не ответишь мне, ты ничего не получишь. Дальше, значит, рандомайз. Сейчас. Рандомайз. Сколько победителей? 1. Поехали. О, какой-то там Максим.
Шакалов Максим. О, Максим, кстати, писал. Максим, приветствую тебя. Ты выигрываешь что? Наушники. Наушники. Запиши мне кружочек, что ты делаешь, получи AirPods 3 Pro. минуты времени. 3 минуты. Пошло? Так, ждем Максима Шакалова. А пока мы разыграем суперприз автомобиль. Нет, iPhone. Так, сколько победителей должно быть? Сейчас вообще барабанная дробь должна быть, и кто там на iPhone выигрывает? iPhone у нас выигрывает Morpheus. Morpheus, привет! У тебя есть 3 минуты, чтобы записать мне кружочек и забрать этот прекрасный 14-й iPhone. Вот, пиши. А пока проверяем там. Кто-нибудь ответил вообще? Короче, пока, ребят, даже не прочитанные сообщения. Аркадий Тимофеев не прочитал еще сообщение от меня. Максим Шакалов не прочитал. Смотрите, Аркадию Тимофееву я в 20:27 отправил кружочек, сейчас 20:29. Ну, ждем еще. Минута, Ну, да. чтобы честно было. Ну, 3 минуты, так, 20, ну да. Как Да. только вот минута Вот пройдет. все, минуту сейчас ждем. Пацаны, как бы, ну сейчас просто... Им потом будет очень обидно, они будут эфир этот пересматривать, у них будет фома, настоящая фома. Я говорил, надо смотреть такие вещи. Смотреть. А, знаешь что, тут еще, кстати, это, ну ладно. Чё? Так, Что? пишут, что надо, что лучше не называть имена, называть просто ID. Вот, а отправлять ходу Ну ладно, окей, я кружочек. не буду. Да. Типа, чтобы не палить, да? Там людям просто могут писать, начать сразу, кто чтобы непонятно, эти не кто начали писать. писать, и так далее, злоумышленники. да. Никаких злоумышленников. Я вам кружочек, во-первых, отправлял, это уже идентификация. Обещайте. Да, обещайте. Никаких Слушай, злоумышленников. помнишь этот? Ну, они мошенники. Ну, я спросил. Ну, я спросил, мошенники они или нет, они сказали нет. Да. Ну, что у нас получается? Третье место ответил? Короче, все, 30 минут не ответил Аркадий. Третье место не ответил. Третье переигрываем. Третье переигрываем, $100 МДАО, поехали. Аркадий. Что ж ты такой, Аркадий? Отлично. Победителем становится кто-то, наверное. Сейчас я буду писать. Привет, мой дорогой друг. Ты выиграл 100 МДАО. Ой, вернее, $100 МДАО, если ты мне сейчас запишешь кружочек и расскажешь, что ты сейчас делаешь, и свои эмоции. И у тебя есть 3 минуты на это. Так, погнали дальше. Что у нас дальше? А что, неужели не ответил? Никто еще не ответил. Ни наушники, ни телефон? Никто не ответил, ни наушники, ни А телефон. там 3 минуты прошло, и там посмотри по Подожди, не чату. прошло. Может, не прошло Короче, еще. следующий был Максим Шакалов. Он прочитал, кстати. Максим Шакалов прочитал. Да, ну сейчас вот... В 20:28 я ему отправлял. Сколько у него есть времени? Ну, Привет, он считаю, пишет. сейчас будет 32, и все. И... У тебя есть минута, Максим. Он писал привет. Руки трясутся у него. Ну, что-то печатает? Ну, он написал привет, руки трясутся. А, руки трясутся. Да. Ну все, значит, нашелся Окей, победитель. это что, наушники? Да, это наушники же Сейчас, были? переслушаю. Да. Тебя, ты выигрываешь что? Наушники. Наушники, да. Все, да. Все, наушники разыграли. Все, Максим, поздравляю тебя, отправим тебе эти наушники. Дальше я твой контакт сейчас передам в поддержку. Они с тобой свяжутся и уже это... Блин, как это сделать так, чтобы на тебя не вышли... Пишет, как кружки пишутся. Короче, чтобы писать кружок, нажимаешь на микрофон, у тебя эта штука меняется на кружочек, и можно писать. Эх ты. Ну ладно, давай посмотрим. Короче, поддержка свяжется с тобой. Да, уже с ним все окей. Всё. Смотрим по телефону, сколько прошло времени. По телефону прочитал кто-то у нас. Так. Мне здесь какой-то злоумышленник пишет: Владислав, вы мне записывали? Да, конечно. Я записывал аккаунт конфет. Ушлые, блин. Короче, никто потом больше не ответил. А телефон, сколько прошло времени с Так, отправки кружка? Морфеус, привет. У тебя есть 3 минуты, чтобы записать мне кружочек. Все, 20:29 я ему отправлял. Все, переигрываем телефон. Отлично. Эх ты, Морфеус. Не выбрал ты таблетку правильно. Поехали. Что-то бот тупит. Бот что-то затупил.
Ага, а ты нажал? Да, он что-то лаганул. Ну окей. Разлагает или нет? Не знаю. Так, Максим тут записал кружок. Владислав, приветствую. Я очень счастлив и рад. Я прям вообще не ожидал. У меня 2:30 ночи. Я сам из Хабаровска. Спасибо большое. Я прям... У меня радость моя меня переполняет просто. Кайф. Ну, кайф, я тебя вообще обнимаю. Давай, сейчас я покажу тебе видосик даже. Могу показывать, да, вот так? Вот так. Владислав, приветствую. Я очень счастлив и рад. Круто. Ни хрена, что-то бот затупил. Так, сейчас, секунду, я у команды Сейчас уточняю. еще раз рандомайз нажму, еще раз Вот попробую. нам что-то пишет команда. А, сейчас. вот, всё. А, все окей, да? Есть. Да. Так, это телефон был переигран, кстати, Да, на, вот на сейчас секундочку. телефон. На секундочку. Так. Кстати, тем временем МДАУ до 14:06. Приветствую тебя, мой дорогой друг. Не буду называть фамилию, чтобы с тобой не связались всякие редиски. Телефон твой, у тебя 3 минуты, чтобы записать мне кружочек. Вот, и все. 34 минуты отправил я. В 34, да? Да. Шикарно. Ну, какой-то новый чувак, потому что у него нету... Он не подписан ни на мой канал, ни на МДАО, ни на что. То есть батье какое-то, наверное. Наверное. Вот это специально сделано, чтобы вас, подождем. хитрецов, обмануть. Подождем. Скамнуть с камеры – это святое. Так, Влад, давай пока ты разыгрываешь, вот, мы еще один момент объявим. А я потихонечку просто Давай. займусь этим. Давай. потихонечку. Короче, пока я разыгрываю, мы объявим следующий момент. У нас с вами прошли успешные лаунчпэды. Да? Мы собрали комьюнити-раунд Тацумика. Ну, сейчас, что еще? Да, ну у нас, в общем, просто история, что мы хотим провести очередное сжигание. Сожгем сейчас. Заработка с MDAO Wallet. Вот, считаю, что это прям хороший повод закончить эфир именно на такой ноте. Да. Вот, но так как я не хомяк, я не буду делать все одной транзакции, чтобы нас побрили и забрали там спред на децентрализованной бирже. Я потихонечку параллельно буду это делать, а потом одной общей как бы суммой отправлю это все на адрес сжигания, и Влад у себя в канале выложит ссылку на адрес сжигания. Кстати говоря, вот сейчас 0.14 это без сжигания, пока еще не сжигал. Да. 0.1396 это курс сейчас без сжигания. Сейчас будем сжигать, поджигать пуканы хейтерам. Вот. Давай, Ром. Махмуд, поджигай. Так, ждем. 34 минуты я ему отправил. Да. Да. Сейчас 36. Еще минута, да, получается? И все. И чувак останется без телефона. А мог бы. Наверное, это обидно. Погодь, слушай, а вы же транслируете экран мой, да? Ну да. А там видно ники. Да ладно, ну будут писать, ну то есть будут писать. Короче, мошенникам главное не отвечайте, потому что я вам отправляю кружки специально. Да, вот именно для этого мы отправляем кружки, все правильно. Так, ну что, сейчас время 37, все. То есть 34, 35, 36, 37. Просрал ты телефон. Телефон. Дальше. А посмотри, пожалуйста, Ой. $100 ответили нам, $100. Может, теперь $100 сделать? Давайте $100. Не, $100 тоже не ответили. Тоже не ответили. Так, не ответили. Давай, короче, Ну, вот нам $100 бы- сейчас разыгрываем в МДАО, $100. $100 в МДАО. Поехали. Погодь, это кто тут мне ответил? Сейчас, погоди. Привет, мой дорогой друг, ты выиграл 100 МДАО. Нет, все, он выиграл. Ответил? Да. Все. Мне сейчас запишешь кружочек. Все, $100. Скажешь, что делать. Сижу на стриме, не могу кружок... я правильно. Я же заблокировал возможность кружков. Короче, ладно, все, $100 не считается. Значит, $100 у нас есть уже победитель. Он мне записал просто это. Ну все, поздравляю тебя, что? Команда с тобой свяжется. Вот. Ну, кружки нельзя, запиши какое-нибудь видео и отправь просто. Все, $100 уехали. Поэтому сейчас мы будем выбирать с вами телефон. Все, телефон. Значит, выбираем. Телефон. Кому уедет телефон? Я чувствую себя как знаешь, магазин на диване. И только сегодня, и только сейчас у вас есть возможность вот бесплатно почти, можно сказать. Тоже мне писал.
чувак, это радует. Приветствую тебя, мой дорогой друг. Вот, поздравляю. Ты выигрываешь сегодня телефон. У тебя есть ровно 3 минуты, чтобы не ответить. А самый прикол, знаешь, в чем? Это кто? Прикол. Хейтер. Нет, не хейтер. Это парень, который выигрывал кроссовки МДАО. Ой, эти, Amazing. Серьезно? На неделю. Обалдеть. Так что вообще счастливчик. Да. Вот такие дела. НВ. Николай, наверное. Надеюсь, ответит. Но у него есть 3 минуты. Ну да. Он еще пока даже не прочитал. Прикинь, как будет ему обломно. Он, короче, кроссовки выиграл, проходил в них неделю, короче. А сейчас прилетел телефон, и он просто вот сейчас не ответит, потому что не смотрит эфир. Вот. За что и будет наказан вселенной. Ну, как говорится, повезет в любви. Значит, если с айфоном не повезло. Хотя сейчас, знаете, такое время. Сейчас и в любви без айфона как-то не везет. Ну, я не про себя, у меня все хорошо. В целом, я просто вижу, что происходит в Дубае. Только все работает исключительно через айфоны, ребят. По аирдропам. Если вы понимаете, о чем я. Ну все, ждем. 3 минуты. Блин, вот ему будет облом. Счастливчик, короче, выигрывал кроссовки на неделю. И тут еще iPhone прилетел. Ну, эфир ты, к сожалению, не смотришь. И время работает против тебя. Я отправил в 38 минут, сейчас 40, 1 минута. Кинь ему дозвон. Не буду. Да, он шучит. Это все, ну, как бы не смотришь и не смотришь, как бы ничего страшного. Да. Лишился айфона. Представляешь, какая глупость. Чуть-чуть не повезло. Минута осталась. И опять будем переигрывать. И давайте уже заканчивать это дело, потому что Уже все поняли. сейчас к хорошему это не приведет. Я просто сегодня вообще волновался внутренне, на самом деле, потому что много всего интересного надо было рассказать, в голове это все отструктурировать. И я сегодня просто вот выпил банки 3, наверное, или 4 Red Bull, и меня даже прям аж потрясывает, короче. Все, прикинь, облом какой. Вообще. А он точно прочитает через какое-то время. Ну, все. Все. Переигрываем, да? Да, уже переиграл. И вот сейчас другой вылетел ник. Приветствую тебя, дорогой мой друг. У тебя есть 3 минуты, чтобы мне ответить, написать, записать видео, потому что я запретил писать кружочки. Вот, кто ты, что ты. И поздравляю тебя. Если сейчас ответишь, iPhone твой. «41 минута отправил, еще 3 минуты ждем». Вот обламинго, прикинь. Прикинь. А я чувак написал, который немного опоздал. Приветствую тебя, мой дорогой Всё. друг. Не буду называть фамилию, чтобы с тобой не связались всякие редиски. Телефон твой, у тебя 3 минуты, чтобы записать мне кружочек. Ты не успел, как говорится. Это останется с тобой. Но в следующий раз успеешь. Ничего страшного. Главное, не обижайся, не расстраивайся. Вот. К сожалению. Все, Евгений мне ответил. И, походу, он заберет телефон, потому что он ответил 42 минуты. Евгений, вот, запиши видео, Евгений. Евгений, видео от тебя жду, видео. Запиши, расскажи о себе, свои эмоции, все такое. Вот здесь. Печатает. Привет, я здесь. Ура, ура! Я представляю эмоции, ну, я представляю твои чувства. Мне тоже это приятно, на самом деле. Вообще, это мой один из самых главных поинтов в жизни. Мне нравится вот, делать подарки, видеть людей вокруг. Вот. Ну, короче, ты выиграл телефон, я тебя поздравляю. Вот, все понятно. Ура, тормози. Всё, да? Короче, поздравляю тебя, отправляю тебя с удовольствием, отправлю этот телефон, поддержка свяжется. Именно вот этот телефон я тебе отправлю, вот, который я трогал, бил по нему, пока он это мой. Но он запечатан.
То есть это прям телефон выстраданный, купленный. Не просто, кстати, купить iPhone сейчас, к сожалению. Потому что там что-то с чипами. Короче, поздравляю тебя. Вот еще разочек тебе видео запишу. Поздравляем, Ром. Да, а мы провели сжигание, и Всё. тем временем вот у нас вот так. Мы провели сжигание. Что там с курсом, кстати? Дай посмотреть. вот Сейчас, погодь, 15:42. запишу кружок. Ну, еще, кстати, может, CoinMarketCap чуть-чуть не подгрузил. Ща. Получилось, Мы провели сжигание. Сожгли. Сколько сожгли, Ром? получилось на 143 тысячи Марс. 143 тысячи Марс отправилось в топку. Вот, сейчас. Ну, предварительно купили просто. Да. Не просто в топку, а откупили и сожгли. Вот такой курс теперь. Ну все, ребят, надо заканчивать с этим делом. Сейчас я скажу свою коронную фразу, и мы закончим на ней. Да, Ром? Да, спасибо. Спасибо большое, Спасибо. друзья. Смотрим теперь в центральную, да? Центральную, да. Что могу сказать? Во-первых, спасибо за потраченное время. Сколько там мы времени были, я не знаю, долго, до часа два, наверное, болтали. Вот. Спасибо, найти его это очень, очень сложно. Жду вас в следующих эфирах, жду вас в чатике, в своем канале, в других чатиках, в Инстаграме. Вот. Херачите в колокольчик, подписывайтесь на этот канал. Но вот, как обычно, все блогеры говорят, говорю то же самое. И хейтеры, вы знаете, что делать и куда идти. Я вас всех обнимаю, целую, люблю. Все, спасибо за эфир. Все, всем пока, Всё, друзья. На связи.